Есть записи о больном, Started back вернее, in сумасшедшем, 2005, записанном как Петр when Дорич, we were developing a сельский tool учитель. to У create меня есть 3D предположение, что animation автор to дневника и render Петр Дорич animated одно и то же videos. лицо. На эту мысль Eventually, наводят it много раз grew into a встречающиеся в very дневнике interesting монограммы из application букв for most of us «П» here и «Д», затем that, звание сельского at the time, учителя, да и we другие ourselves мелочи. didn't even Гарри anticipate. отошел к окну и прочел скорбные листы из больницы. Такого-то числа и месяца по приказу доктора открывается запись для сельского учителя Петра Дорича, несмотря на то, что в больницу он не поступал. Третьего дня доктор Брассе и я были приглашены госпожой Дорич, сестрой учителя, для осмотра ее брата Петра, которого она считает сумасшедшим. По ее словам, она уже давно замечала странности в поведении брата, но не придавала им значения, тем более, что порядок дня ничем не нарушается. И только к заходу солнца и по вечерам, в особенности, когда светит луна, он становится беспокойным, не слышит, что ему говорят, и запирается в своей комнате. Она также заметила, что он стал часто уходить гулять вечерами, чего прежде никогда не делал. За последние дни странности усилились, но все же большей частью они проявляются по ночам. При закате солнца учитель запирается в своей комнате и не выходит до следующего утра. Сестра попробовала подглядывать в замочную скважину и видела, что он ходит по комнате, раскинув руки, точно летит. На голове что-то вроде короны, а на плечах дамская шаль. Затем все смолкает, точно его нет больше в комнате. Часто сапоги его бывают в грязи, но когда именно он выходит, она не может уследить. Дверь все время закрыта. Ее больше всего заботит то, что брат худеет и бледнеет не по дням, а по часам. Ничего не ест и превратился в скелет. Все это она сообщила доктору в больнице и просила его зайти к ним как бы случайно, посмотреть и поговорить с братом. По приказу доктора я сопровождал его в этом визите и должен вести скорбный листок. 27-го. Мы зашли к Доричу перед вечером. Учитель был дома и принял нас радушно. Он, правда, исхудал, а главное, как-то истощен внутренне. Нас угощали чаем в саду, все было мило. К закату солнца хозяин стал беспокоен. Вставал, ходил, не отвечал на вопросы, точно их и не слышал. Глаза как-то бегали по сторонам. Наконец схватил шляпу и палку и, что-то пробормотав, ушел из сада. Доктор прописал Бром и посоветовал выследить, куда ходит больной. 28-го. Бром больной пьет беспрекословно, не спрашивая, что и зачем ему дают. Он день ото дня становится все апатичнее. Где он бывает, узнать не удалось, но установлено, что он вылезает из окна. 3-го. Сегодня его доставили в больницу. Сестра хотела его задержать при выходе из сада, но он набросился на нее в выступлении, и бог знает, чем бы это кончилось, но, к счастью, больной запутался в распущенной шали, накинутой на его плечи, и упал. Его связали и привезли к нам, дан морфий. Днем состояние спокойное, полное отсутствие аппетита и слабый пульс. Вечером припадок бешенства и опять морфий. 4-го. Утром спокойно. Стащил чернила и бумагу, что-то пишет и прячет. Приказано не трогать. Вечером заблаговременно морфий. Спит. Неделя по тому же режиму, прибавил в весе. 12-го. Начал становиться беспокойнее. Доктор предполагает влияние наступающего полнолуния, хотя окна хорошо закрыты. Приемы морфия увеличены. Беспокойство усиливается, и морфий уже действует не сразу, а через некоторое время. 18-го. Начинается бурный период. Обрили голову и надели смирительную рубашку. При борьбе нечаянно оцарапали шею, не знаю только чем. Ранка небольшая, но сочится кровь. Приказано мазать цинковой мазью. Больной дает, не сопротивляясь, но при этом хитро улыбается. Припадки по-прежнему приходятся на вечер и первую половину ночи. Днем спокоен, кормим почти силой. Сестра и доктор хлопочут о переводе больного в город. Здесь нет никаких приспособлений, даже удобной комнаты. А на действие морфия все меньше и меньше надежды. 20-го. Полнолуние. Ночной прием морфия. Спит. 21-го. Наутро больной исчез. Окно открыто, а железный крест наколочено на него по приказу доктора, отогнут с одной стороны. Гвозди вытащены. Поиски всей деревни ни к чему не привели.
Следы, которые видны благодаря выпавшему с вечера дождю, ведут к озеру. Озеро обыскали, оно мелкое и трупа нет. С восходом солнца начнут поиски в лесу. 22-го. Ничего, ни малейших признаков. Дали знать по окрестностям. При очистке палаты нашли в печной трубе листки, писанные рукой учителя. От сажи и небрежного письма многое прочесть нельзя. Вот ниже следующее можно было восстановить. Записки учителя. Темные силы на меня ополчаются. Бороться. Дракон силою своих чар опутал меня, и я упал. Но будь покойна, я приду. Приду. Говорят мне, вы в больнице, вот этот господин доктор. Ладно, я понимаю, отлично. Обман. Это твой муж заключил меня. Он думает, можно заключить дух. Ха-ха-ха. Ведь я дух. Дух. И я чувствую, наступает час. Золотые нити тянутся ко мне, впиваются в голову, в сердце. Тяжело, Боже, как тяжело. Приду. Место на шее, куда ты любишь меня целовать, горит, а они мажут его мазью. Думают обмануть меня. Твой принц, твой милый, скоро придет. 46-е. Я был прав, что сижу в тюрьме, теперь это больше не скрывают. Приколотили железную решетку на окно. Ха-ха. Я все понял, это не твой муж, а Вельзевул. Он колет меня жалом, а потом уносит мой ум и сердце. И я их должен всюду искать. 70-е. Сегодня нашел в трубе. Ну да ладно, все рыцари страдали за своих дам. Меня хотят убить. Надели тогу римского императора и остригли волосы для короны. Глупые не видят, что гвозди уже вынуты. Ни короны, ни порфира меня не удержат. Я знаю путь к тебе и приду. 20-го. Вчера он опять воровал мое сердце. Но я догадался и спрячу его сегодня под подушку, а сам прикинусь спящим. Жди. Близко счастье. Тихо. Все спят. Конец. Учителя не нашли. Доктор предполагает, что он зашел далеко в лес под влиянием морфия устула. Затем погиб от волков или лисиц. Надежды тоже не нашли. Сегодня панихида. Мир его праху. Фельдшер Фриц. Странно. Все очень странно, пробормотал Гарри, передавая книгу доктору. Когда доктор кончил чтение, Карл Иванович сказал: церковные книги тоже есть запись о смерти сельского учителя Петра Дорича с пометкой «Причина неизвестна». Вообще некоторые здешние церковные книги в своем роде раритет, продолжал Карл Иванович. Вот в том году, когда был похоронен ваш родственник, значится много умерших, все больше молодежь, и все с пометкой «Причина неизвестна» или «От сердца», что, собственно, тоже что причина неизвестна. Видимо, это была эпидемия, но только не определено какая. Через 15 лет эта эпидемия повторилась и опять не была определена. Закончил Карл Иванович, снимая очки. Вечером по обычаю все собрались вместе. Известие, что документ найден и препятствий по вводу во владение больше нет, на всех подействовало возбуждающе. Поздравляли, пили за здоровье Гарри, строили планы новоселья и прочих торжеств и празднеств по этому случаю. Молодежь уже справлялась о красоте и именах молодых девушек и женщин из ближайших окрестностей. Господин Смит, вы прежде всего позаботьтесь о похоронах того несчастного, что мы нашли сегодня в склепе, сказал Гарри. Прикажите также исследовать трещину в скале и заделать ее. Мне этот склеп, найденный в первый день моего владения замком, представляется грустным предзнаменованием, закончил хозяин. На минуту всем стало не по себе. Похороните беднягу под именем Петра Дорича, прибавил Гарри. Все удивленно переглянулись. Только доктор и Карл Иванович поняли реплику Гарри, но оба промолчали. Скоро вновь воцарилось веселое настроение. Когда шумные порывы стихли и количество пустых бутылок было достаточно, Гарри попросил библиотекаря дочитать дневник учителя, если он его разыскал. Карл Иванович тотчас приступил к выполнению желания хозяина, надел очки и развернул старую тетрадь.
Дневник учителя. Сознаюсь, это мучительно, но составляет сущность моей жизни. Целый день я не живу, а жду. Страстно жду ночи. А день тянется, такой бесконечный. Сестра и Мина стряпают пироги с морковью и уверяют, что я их люблю. Не знаю, не помню. Должно быть правда. Но вот наступает ночь. Желанная, долгожданная. Восходит луна. Воздух делается ароматным. От луны бегут серебристые волны. Тихо, тихо. Лист не шелохнется. Но слушайте, слушайте. Вот шелестит, звенит. Это она, моя милая. Как ты хороша. Как прекрасно. Ты надела сегодня мини-фары. Не идут тебе. Но входи же, входи. Окно открыто, я убрал чеснок. Его нет больше. Но все напрасно. Она протягивает руки, покрывало бьется около нее, как крылья. Глаза горят желанием, но она не входит. Точно невидимая сетка протянута через окно и не пускает ее. Со стоном она исчезает, и так каждый вечер. С голубого неба по серебряным волнам месяца спускается она ко мне. 20-го. Я решил. Сегодня я сяду на окно и схвачу ее. Ах, эта сестра, как она мне надоедает. Ты бледен, что с тобой? Покушай. То того, то этого. Прямо несносно, ходит по пятам. А старик-церковный сторож, кажется, вместо своей церкви сторожит меня. Придется замыкать комнату. Да что они, наконец, за сумасшедшего, что ли, меня считают? Я просто ради науки хочу исследовать это явление природы. Скоро ночь. 21-го. Вчера я исполнил свое намерение. Сел на окно, схватил ее за руку и привлек к себе. Она не сопротивлялась, прильнула ко мне. Покрывало обвилось вокруг меня. Я потерял равновесие и через окно упал в сад. К счастью, падать было невысоко, и я отделался пустяками. Порядком только отцарапал щеку и шею. Все-таки от падения я потерял сознание. А когда очнулся, то ее уже не было, и луна померкла. Был сегодня в деревне, старик на меня косится, а Генрих совсем оправился. Даже ранка на шее затянулась. Что делать сегодня? Падать из окна мне вовсе не хочется, а видеть ее я должен. Вывод прост. Вылезу в окно и буду ждать в саду. 25-е. Провел несколько чудесных ночей. Сидел на скамейке, и она припадала ко мне. Закинет голову и так целует, что больно делается. Но проклятый старикашка тут как тут пришел, и милая моя исчезла. От злости я так ослабел, что только с его помощью дотащился до кровати. 3 дня я вылежал. За это время старик навесил чесноку, наставил крестов. Смех, да и только. Уверяет, что иначе бы я погиб, что вампир уже присосался ко мне. Конечно, это вздор. Но что со мной было? Сон или видение? Для сна слишком ясно, а видение... Ну, оно не целуется и не кусается, значит, действительность. Вампир. Пустяки. Что я, старая баба разве? Темнеет. Скоро вечер, взойдет луна. Засветится и зазвенит воздух, цветы раскроют чашечки. Ночные бабочки полетят высоко-высоко. Почему и мне не полететь? Стоит только захотеть, и я буду царем бабочек, их принцем. Глупая Мина закрывает мне ноги и думает, это шаль. Как бы не так, я отлично вижу, что это царская мантия. Даже больше. Волшебный плащ. Сегодня я отправлюсь на озеро. 26-е. Ловко я провел вчера старого дурака церковного сторожа. Он уселся на нашу скамью не то с колом, не то с крестом, а я потихоньку прополз сзади него. Плащ-невидимка помог мне. А может быть и глухота старика, да и был таков. Сегодня опять проделаю то же. 27-го. Вчера забрался на озеро рано. В саду у нас затеяли чаепитие. Угощали доктора и фельдшера. Я их приветствовал, а потом и исчез незаметно. Маленькое разочарование. Я думал, что моя милая спускается с луны по серебряной лестнице, и ступеньки звенят, звенят под нею,
А вчера видел, что она выходит из замка. Даже правильнее, из горы, на которой стоит замок. Должно быть, есть подземный ход. Во всех замках бывают подземные ходы. Надо посмотреть днем. Иду. Ну, конечно, я прав. В половине горы есть коридор, только такой узкий, как щель. Я едва ли в него пролезу. Слаб я страшно. Это, конечно, усталость. Шутка ли? Подняться почти по отвесной скале. Поднимаясь, я не замечал ни трудностей, ни опасностей, а только спустившись обратно к озеру, сообразил, что это нелегко. И вот она спускается каждый вечер. И это для меня, для простого учителя. Да что я говорю, какой я учитель? Я принц. Недаром же она любит меня. И как она хорошеет. Не только губы, но и щеки у нее стали розовые. Одно я не люблю. Она целует меня в шею и так крепко, что не дает зажить моим царапинам. Они горят изо дня. Сегодня я опять пойду на озеро. Дальше идут чистые страницы, сказал Карл Иванович. И продолжения, наверное, нет, прибавил он, смотря на Гарри. Жаль, что не выяснилось, был это в самом деле вампир, или мы имеем дело только с сумасшедшим, заметил Джемс. «А вы верите в существование вампиров?» — спросил Жорж К. «Я не имею привычки отрицать то, чего не знаю вполне», — ответил Джемс. «Наука говорит, их нет, а народное верование есть. Кто прав?» «На свете так много еще неведомого», — подтвердил Гарри. «Что такое наши сны, наши предчувствия, наконец, даже галлюцинации?» «Но это ужасно, если они существуют», — прошептал бледнее Жорж К. «Не бойтесь, у нас в горах их больше нет. Бабушка говорила, что прежде, правда, они шлялись. Но стоит забить в спину осиновый кол, тогда уже не встанут. Моя бабушка сама видела, как забивали», — болтал подвыпивший староста. «А я слышал, что их можно удержать заклинанием», — скромно вмешался помощник управляющего Миллер. «Я это тоже знаю», — ответил староста, «но бабушка говорит, что кол лучше. Заклинание или случайно, или нарочно можно снять». Гарри и еще несколько человек вышли на террасу освежиться. Остальные же продолжали свой спор о вампирах. Ночь была чудная, тихая. Яркий свет луны делал ее еще фантастичнее. Тумана в долине не было, озеро блестело, как металл, а за ним белела деревенская колокольня. Слева чернел лес, а справа стояла мрачная скала, точно с заколдованным замком. Мечтательный Жорж К. залюбовался им. И вот ему кажется, что из сада замка по горе тихо спускается облако. Странно, откуда оно? Высокая ель загораживает вид. Недолго думая, Жорж спускается с террасы и идет к калитке сада. Ничего. Облако исчезло. Постояв немного, он внезапно почувствовал холод и точно присутствие кого-то рядом. Жорж оглянулся и обмер. Около него стояла прозрачная женская фигура. Золотистые волосы распущены, лицо бледное-бледное, и в руках ненюфар. С криком ужаса и в 3 прыжка Жорж был на террасе и, влетев в столовую, со стоном упал на кушетку. Все вскочили. Жорж молча указывал на сад. Доктор налил стакан воды и поднес Жоржу. Тот послушно выпил. «Ну, говорите теперь, что вы видели», — сказал врач. «Чары сняты. Она в саду». «Что за черт? Кто она?» «Женщина-вампир с золотыми волосами», — заявил Жорж. Доктор в ответ только присвистнул. «Обыщите сад», — приказал Гарри слугам. «Напрасно, Гарри», — остановил его доктор. «Скажите-ка лучше, молодой человек, сколько кружек пива выпили вы в деревне?» — спросил он. Жорж с недоумением смотрел на врача. «Много?» — допрашивал тот. «Да». «А потом шампанское?» «Да», — виновато прошептал Жорж. «Если вы сейчас наденете простыни и, вообразив себя царем бабочек, вздумаете полететь, я нисколько не буду удивлен». «Знаю я это деревенское пиво, дурман», — продолжал доктор. «Вообще, господа, я советовал бы лечь спать, тем более, что едва ли ночь пройдет тихо. Я боюсь, что наши храбрые молодые люди будут под влиянием дурмана сражаться, если не с вампирами, то с волками или другими чудовищами», — закончил доктор. Совет его был принят, и, распрощавшись, все разошлись по спальням. Последним оставил столовую капитан Райт. Предсказание доктора сбылось.
Среди ночи раздался дикий крик ужаса. Все выскочили в коридор. Что случилось? Кто кричал? Задавали друг другу вопросы испуганные полуодетые гости. И никто не получал ответа. Никто ничего не знал. Нельзя даже было решить, из какой именно спальни раздался крик. «Я предполагаю, что из спальни номер 2, если считать от окна», — сказал Джемс. «Я первый был в коридоре и видел, что из этой спальни вышла фигура и направилась к окну, а потом повернула налево, по коридору. Пойдемте туда». Вошли в спальню номер 2. На кровати лежал виконт Рено, тихий и обыкновенно незаметный член компании. Руки его были вытянуты, а на лице застыл ужас. Он был без чувств. После растираний и приема лекарства он очнулся, но на все расспросы конфузливо отвечал, что ничего не помнит, ничего не видел и не кричал. «Ну, а твоя фигура, конечно, была с золотистыми волосами и ненюфарами», — насмешливо спрашивал доктор у Джемса. «Это был лунный свет, что падает прямо на пестрое окно, а остальное дополнила тень от рамы», — спокойно ответил Джемс на насмешку. Понемногу все успокоились и вновь разошлись по спальням. До утра тишина ничем не нарушалась. Утром Смит сообщил Гарри, что ночью случилось несчастье. Внезапно умер один из молодых рабочих. Что с ним? Неизвестно еще. Доктор со слугой находится у тела, отвечал почтительно Смит. Как звать рабочего? Блено. Блено? Я что-то не помню такого имени, сказал Гарри. Это не тот ли молодой парень, которому вы, Смит, отдали нести отломленную голову статуи? Спросил Джемс. Да, сударь, это он. Голова и сейчас лежит на окне в ногах его кровати. Где же он умер? Во время сна в постели он спал в общей людской, налево по коридору. В комнате спало 5 человек, и никто ничего не слыхал ночью. Он умер тихо, докладывал почтительно Смит. В это время вошел доктор и на общий немой вопрос ответил. Ну, конечно, паралич сердца. Похороните как следует. Да справьтесь, есть ли у него родня в деревне, приказал Гарри. У Блено старая тетка, почтительно сообщил один из лакеев. «Выдайте ей $100, прибавил Гарри. Кругом начались похвалы его доброму сердцу и отзывчивости. Желая их поскорее прекратить, Гарри обратился к Джо, слуге доктора, и спросил: «Что с вами? Вы хромаете?» «Пустяки, мистер», поскользнулся и вытянул связку. И угораздило же этого Блено бросить ненюфар около своей кровати, а я в попыхах не досмотрел и поскользнулся. День обещал быть скучным. Гарри получил большую почту из Америки и заперся в своем кабинете. Управляющий занялся похоронами, и гости были предоставлены сами себе. Лошади, собаки, слуги — все было в их распоряжении. Одни поехали в город, другие снялись письмами и книгами. Многие болтали, только капитан Райт угрюмо молчал. Он забрался в угол террасы и курил сигару за сигарой. На вопросы и предложения товарища он только сопел и мычал, его оставили в покое. «Это на него действует воздух Европы», — смеялся Джемс. «Ну нет, отсутствие женщин», — возразил Жорж К. «То или другое, но капитан Райт сильно изменился за эти последние 3 дня. Он осунулся, похудел. Сейчас он напоминает мне то время, когда нам пришлось выдержать осаду диких индейцев», — рассказывал доктор. «Тогда приходилось не спать по 3-4 ночи кряду. Да это бы еще ничего, но надо было быть все время начеку и ждать опасности, не зная, с которой стороны и в каком виде она придет. Это страшно действует на нервы». «Доктор, и вы сами испытали это?» — посыпались вопросы любопытной молодежи. «Ну, конечно. Райт, Гарри, Джемс и я в числе других охотников попали в ловушку. Ну и досталось нам. До смерти не забудем. Зато с тех пор мы почти не расстаемся. Опасность сдружила нас», — закончил он. К доктору пристали с расспросами, и он долго рассказывал свои охотничьи приключения не только в Америке, но и в Индии. Вечером все собрались в столовой. Последними пришли доктор и капитан Райт. Райт хмурился, а доктор озабоченно на него поглядывал. Ужин прошел оживленно. За пуншем обратились к Карлу Ивановичу, прося что-либо почитать. «Очень рад. Я нашел между бумагами и книгами 2-ю пачку писем. Несомненно, это продолжение, хотя и с большим перерывом во времени», — говорил Карл Иванович, видимо, довольный, что может услужить обществу. «Читайте, читайте», — заторопила молодежь. «Тише, я начинаю». Письмо 10.
Ты, наверное, считаешь меня изменившим нашей дружбе, милый Альф. Считаешь, что я наслаждаюсь семейным счастьем и оттого не пишу тебе. Ошибаешься. Семейное мое счастье еще в далеком будущем, а сейчас, кроме работы и забот, ничего. Как видишь, пишу тебе с нового места жительства. Я на родине. По милости старого дядьки, затеявшего идти на богомолье, мне пришлось изменить весь план жизни. Раньше я предполагал, повенчавшись с Ритой, ехать в замок. Старый Петро должен был его к тому времени приготовить, а теперь готовить замок пришлось мне самому. Не мог же я тащить Риту неведомо куда. Пришлось на время расстаться. Я здесь, а Рита приедет на днях со старой кормилицей и 2 служанками. Наряды ее готовы, и она ими довольна. Каюсь, не утерпел и купил шкатулку императрицы. Замок запущен гораздо более, чем я ожидал. По словам сторожа, отец уже давно не жил в замке, даже не входил в него. Он ютился в комнатах, предназначенных для прислуги, что лежат близ конюшен и кухонь. Прислуга частью сама разошлась, частью была уволена отцом. Ни лошадей, ни коров, ни даже собак я в замке не нашел. Отец жил вполне отшельником. В лице одного Петра совмещалось и общество, и весь штат прислуги. Из-за такого порядка вещей даже сад страшно запущен. Он весь зарос чесноком. Противный запах так и стоит в воздухе. Чистим и жмем чеснок, не покладая рук. Старый колодец пришлось бросить. Решил выкопать новый. Ни крутин, ни цветов еще нет. И куда все это делось? Прежде при матери сад тонул в цветах. Старой сторожки, где жил американец, тоже нет. На ее месте стоит большой крест. Надо думать, старик умер. Пришли работники с расчетом. Пока прощай, твой Д. Письмо 11. Уф, и устал же я. Встаю в 6 часов утра, тут же сажусь на лошадь и еду в замок на работу. Впрочем, я забыл сказать тебе, что живу в лесном доме, недалеко от замка. Мне здесь очень нравится, и я охотно привез бы сюда Риту. Даже, признаюсь, эта мысль так меня занимала одно время, что я почти приготовил для нее здесь 2 комнаты. Пришлось кое-что переменить и пристроить, но меня постигло разочарование. Рита непременно хочет въехать прямо в замок, как владелица, пишет она. Прощай, мечта и несколько тысяч дукатов. Работы в замке идут тихо, все приходится выписывать из города. Сегодня весь день жарился на солнце, планировали с садовником куртины и клумбы. Безобразный крест мы уничтожили и предполагаем сделать тут маленький розариум. Ведь Рита обожает розы. Оранжерея для роз уже готова. Сад представляет много работы. Все дубы заражены омелой. Точно кто нарочно разводил этого паразита. Несколько лучше сохранилась восточная часть сада. Там в скале стоит мраморная богиня. При мне ее еще не было. Не поставил ли ее отец в память матери? На эту мысль наводит то, что кругом лежит много старых, засохших венков. За неимением других цветов они сделаны из цветов чеснока. Приказал сжечь. Еще странность. В склепе не нашел гробов. Ни отца, ни матери. Впрочем, я очень спешил. До завтра. Засыпаю от усталости. Твой Д. Письмо 12. Сегодня ко мне явился молодой человек в каком-то фантастическом костюме и с церемонными поклонами передал мне сверток, сопровождая его вычурными приветствиями от моей невесты. Моя малютка вошла в роль владетельницы замка. Первым моим желанием было спустить с лестницы средневекового посла, но, развернув сверток, я все забыл. Передо мной была Рита. Моя умница прислала свой портрет для семейной галереи. Она одета в тот наряд, что готовит ко дню венчания. Знаменитый гребень украшает ее волосы. Милая, милая, я так засмотрелся на дорогие черты, что забыл и о посланном. И только при его вопросе, когда же могу начать, я очнулся. Оказывается, он художник. Недаром отрастил такую гриву и оделся чучелом, и по желанию Риты должен написать и мой портрет. Пришлось согласиться. Твой Д. Письмо 13. И надоел же мне этот художник. Изволь надевать рыцарский костюм. Рита же его и прислала. Видите ли, иначе не будет ансамбля с ее портретом. Оденешься каким-то пугалом и сиди, как истукан. Пишу урывками. Дел куча, а тут сиди, позируй. Утешаюсь тем, что повешу наши портреты в зале. Там, как нарочно, есть пустое место. Сад почти готов. Сегодня чуть не вздул Косматова. «Не делайте хмурых глаз, я их рисую», — говорит он. «Уж чтоб тебя!»
Догадался, велел повесить портрет Риты, и я смотрю на мою голубку, любуюсь ею. Молчит чучело. Значит, мрачных глаз нет. Твой Д. Письмо 14. Ура! Рита завтра будет. Почти все готово. Только мой портрет запоздал. Художник уверяет, что я так мало и так плохо позирую, что это не его вина, и что принцесса, это Рита-то принцесса, не может на него сердиться. Как жаль, милый Альф, что ты далеко и не можешь радоваться со мной. Твой Д. Письмо 15. Вот уже неделя, как Рита здесь. Как и было условлено, Рита приехала в сопровождении своей кормилицы, старой Цицилии и 2 молодых девушек. Только девушки эти не наемные служанки, а бедные дальние родственницы Риты. Моя голубка очень извинялась, что привезла их без моего разрешения, а я, напротив, очень доволен. У Риты будет женское общество, и она не будет оставаться одна в те часы, когда мне по делу придется отлучаться из замка. Да и при этом Франческа и Лючия — милые здоровые девушки, и их веселая болтовня оживляет наши обеды и вечера. Кроме того, Рита говорит, что они ее так любят, что отдадут свою жизнь за нее. Общество наше совсем маленькое. Кроме нас с Ритой и 2 кузин, его составляют косматый художник, архитектор и его помощник. Утро, хочешь не хочешь, мне приходится посвящать работе. В это время Рита и кузины усердно вышивают. Я это знаю, но что вышивается, от меня тщательно скрывают. Это мне подарок. «Потерпи», — говорит Рита, «а зато мы весь бордюр сделаем из настоящего жемчуга». За обедом нам служат 2 лакея-итальянца, также привезенные Ритой. Вечер проходит в болтовне и шутках. Лючия превосходно играет на лютне. Впрочем, и Рита, и Франческа также играют и поют. Через 2 недели наша свадьба. Мне бы так хотелось, чтобы ты приехал. Приезжай. Когда я сообщил Рите это свое желание, она пришла в восторг и от себя очень и очень просит тебя приехать. Постарайся, Альф. Доставь нам обоим это удовольствие. Твой Д. Письмо 16. Эх, милый Альф, твой отказ меня сильно огорчил, но еще больше он опечалил Риту. Она даже выразилась: нет на свете истинной дружбы. И как я ей не доказывал, что отказ приехать на свадьбу не мерило дружбы, что если б нас постигло горе и мы позвали тебя на помощь, ты немедленно бы явился, она только покачивает в ответ своей хорошенькой головкой. Ты этим не огорчайся. Рита в последние дни мрачно настроена. Она побледнела и вся зябнет. Уверяет, что немецкое солнце не так греет, как итальянское. А не только дни, но и ночи стоят небывало жаркие. Этот нервный озноб, иначе я его назвать не могу, начался с того, как я по своей глупости сводил ее в склеп. Склеп, конечно, вычищен и проветрен. Кстати, знаешь ли, я так и не нашел гробов ни отца, ни матери. Странно, и даже очень. Рита с любопытством осматривала гробницы и читала надписи. Одни прекрасны своей наивностью, другие дышат тщеславием и гордостью. Уставшая, она оперлась об огромную каменную гробницу, ту самую, в которой был поставлен гроб для деда, привезенного из Америки. «Как холодно!» — с дрожью в голосе сказала Рита, отходя от гробницы. На ней было легкое кружевное платье с открытой шеей и руками. Только при восклицании Риты «как холодно» я сообразил, какую глупость я сделал. В жаркий день позволил ей в одних кружевах спуститься в склеп, где холодно и сыро. Осел я, дурак. Вечер прошел по обыкновению. Рита играла на лютне и пела. Она, видимо, забыла о неприятном ощущении. Когда все разошлись, я еще долго стоял в саду под открытым окном Риты, беседуя с ней. На завтра она встала бледная и утомленная. Отказалась от работы и все грелась на солнышке. На другой день то же самое. Я хотел послать за доктором в деревню, но она запретила мне это делать. Даже кормилица, советов которой она обыкновенно слушается, на этот раз не смогла ее убедить. Вот синьорина отказывается от доктора, а сегодня ночью я сама слышала из соседней комнаты, как она жалобно стонала, докончила старуха. «Что тут особенного?» — с неудовольствием ответила Рита. Я ночью уколола себя булавкой и от боли застонала, и она показала мне небольшую ранку под подбородком на шее. Ранка была небольшая, но на меня подействовала как удар грома. Первые минуты я даже не мог понять, почему вид этого красного пятнышка так взволновал меня. Позже я уже сообразил причину. Такое пятнышко я видел на шее моей матери. Умерла она не от него, конечно, но тем не менее вид его на белой шейке Риты пронзил мне сердце. Я стал расспрашивать. «Все очень просто», — ответила Рита. «Заснула я с открытым окном и ночью почувствовала, как из него дует холодом и сыростью».
«Рита, помилуй, ночь была жаркая и душная», — вскричала Лючия. «А я тебе говорю, подуло холодом. Могильным холодом», — упрямо ответила моя невеста. «Я закуталась в теплый платок», — продолжала она, «и чтобы не спугнуть сон, не открывая глаз, взяла с ночного столика булавку. На мое несчастье попалась розовая, сердоликовая, та, которую ты мне подарил. Я ее так люблю. А у нее ты сам заметил, какая длинная и острая игла. Во всяком случае, это сущие пустяки. Завтра ничего не будет», — закончила Рита. Сам отлично понимаю пустячность этой ранки. А все же мне не по себе. Вспоминается умершая мать. И все. Я почти забыл, что не досказал тебе своей истории. Извини, и сегодня этого не сделаю. Нет времени. Решил тотчас же отправиться в город и завтра к утру привезти оттуда врача. Рита наотрез отказалась от медицинской помощи. Придется прибегнуть к хитрости. Я уже знаю, что в городе живет старый домашний доктор моих отца и матери. Он очень стар, но не дряхл. Практику он совсем оставил. А живет на ренту, полученную от отца, и весь погрузился в науку. Попрошу его приехать в замок не как доктора, а как старого друга. Пока прощай. Письмо в одну сторону, а я в другую. Д. «Недовольна ли на сегодня?» — сказал Гарри. «Я вижу, у Карла Ивановича такая толстая пачка, что хватит еще на целый вечер». Гости не могли не согласиться с желанием хозяина и, прощаясь, один за другим стали выходить из столовой. Скоро остались только Джемс и капитан Райт. Райт молча курил. Он точно тянул время пребывания в столовой. Джемс, весь вечер за ним наблюдавший, был поражен его серым цветом лица. «Райт, что с тобой? Ты болен?» — спросил озабоченно Джемс. Капитан вздрогнул и сердито взглянул на говорившего, но, увидев дружеское выражение лица Джемса, тяжело вздохнул и, положив ему руку на плечо, сказал: «Джемми, ты, кажется, прав. Я болен. Я схожу с ума». «Райт, что за идея? Что с тобой?» — вскричал Джемс. «Хорошо, Джемми, я скажу тебе, но ты никому ничего не должен говорить. Согласен?» «Ну, конечно же, говори». Капитан закурил новую сигару и после непродолжительного молчания начал. «Это началось недавно. Вернее, с той ночи, как я согласился лечь в комнату привидений. Нечего тебе и говорить, что в привидения я не верил и ничего не боялся». «Ну еще бы!» — искренне вставил Джемс. В комнате было душно. Я открыл окно и вскоре задремал. Сколько прошло времени, не знаю, но внезапно, точно от толчка, я очнулся. В комнате слышался шелест, но точь-в-точь, как от женского шелкового платья. Пряный запах лаванды ударил в нос. А, это из шифоньера, что открывал давеча Гарри, и шелестят от ветра занавесы на окне, подумал я и совершенно спокойно взял сигару и зажег спичку. При свете спички между складок кроватных занавесей я ясно увидел прекрасную женскую ручку, на пальце которой сверкал дорогой бриллиант. Занавесы тихо шелохнулись, и в образовавшуюся щель заглянуло женское личико. Страшно бледное, с большими черными глазами. Черные локоны были украшены чем-то вроде короны, а на шее лежала нитка розовых кораллов. Я остолбенел. Догоравшая спичка обожгла мне пальцы и заставила очнуться. Все погрузилось во мрак. Вскочить, зажечь свечу было делом 1 минуты. Занавесы на окне тихо колебались, хотя на воздухе не было ни малейшего ветерка. Я в этом вполне убедился, поднеся зажженную свечу к открытому окну. Осмотрев еще раз двери и замки, я снова лег. Сон бежал от меня. С сигарой во рту, вспоминая все мелочи, я старался дать себе отчет в увиденном, время от времени невольно посматривая на то место, где явилось видение. Ты, конечно, знаешь свойства лучших бриллиантов Индии — быть мертвыми при хорошем освещении и, напротив, в темноте при малейшем луче света играть и блестеть, как звезды. — Ты вспоминаешь об ожерелье индийской богини Дурги? — спросил Джемс. — Ну да. Такой же точно свет, вернее, игру света, я видел при вспышках моей сигары между складок постельных занавесей. Докурив, я снова встал, снова все осмотрел и опять тщетно. Больше я уже не ложился. На другой день Гарри приказал сдвинуть шифоньер в угол, и за ним, как и предполагали, оказалась дверь в таинственную комнату. Воспользовавшись присутствием слуг, я распорядился подобрать занавесы у кровати, объясняя это невыносимой жарой. Днем я совершенно забыл о ночном приключении, и, ложась спать, даже не вспомнил о нем. Среди ночи чувствую струю холодного затхлого воздуха.
Открываю глаза. Широкая полоса лунного света тянется от окна, где осталась щель между занавесами, через мою кровать, прямо к тому месту на стене, где стоял шифоньер. Смотрю. Дверь в таинственную комнату открыта, и на дороге стоит женская фигура. То же самое лицо, что я видел накануне, только теперь я вижу ее всю. Чудная, сказочная красавица. Высокая стройная фигура, голубое шелковое платье не скрывает роскошных форм. Его складки в лучах луны как-то особенно мерцают и переливаются. Розовые кораллы покачиваются от дыхания груди. То, что я принял за корону на голове, край красивой высокой гребенки. Через минуту она тихо приблизилась к моей кровати и остановилась. Ощущение холода стало сильнее, также и смешанный запах лаванды и затхлости. Большие черные глаза были устремлены на меня. Я не выдержал и поднялся. В тот же миг она исчезла. Ушла ли она назад в комнату, скрылась ли за оконными занавесами, не знаю, она точно растаяла. Целую ночь я не спал снова, поджидая ее. «Что это, Джемми?» — закончил Райт. «Галлюцинация. Помилуй, Джемми, у меня, капитана Райта, и галлюцинация. Но слушай, я жду ночи, как любовник свидания, и боюсь. Ведь это путь в сумасшедший дом. Почему ты ничего не сказал доктору?» «Что доктор?» «Я или сам должен с этим справиться, или погибнуть». «Хочешь, Райт, я посижу сегодня с тобой?» — предложил Джемс. «Хорошо, Джемми». Приказали подать рому и сигар в спальню Райта и отпустили слуг. Долго беседовали друзья. В открытое окно лился лунный свет и аромат сада. Вспоминали прошлое, говорили о будущем, но мало-помалу разговор становился вялым. Одолевала дремота. В полной тишине вдруг раздался нежный звук. Точно кто тихо коснулся лютни. Еще и еще аккорд. Друзья насторожились. И вот таинственная дверь плавно открылась, и в ней показалась женщина. Джемс должен был сознаться, что Райт не преувеличил, назвав ее сказочной красавицей. Однако ему показалось, что где-то когда-то он уже видел ее. Быть может, наяву, быть может, во сне, но видел. Царственная, но в то же время нежная осанка, черные локоны, мраморная шея, и как красиво покоятся на ней розовые кораллы. А глаза, эти черные звезды. «Ты видишь?» — тихо спросил Райт. «Да», — прошептал Джемс. Но как ни тихо они говорили, призрак точно испугался и мгновенно пропал. До утра молодые люди просидели, не проронив ни слова. Утром за кофе Гарри опять извинился перед гостями. «Охоты сегодня не будет. Вот во владении окончен», — сказал он. «И Смит приготовил рабочих, чтобы открыть капеллу. Представьте, он говорит, что дверь в нее из сада не только заперта и замкнута, но также заделана, как и та, что ведет из второго этажа замка. Меня это интригует, и я сам хочу все видеть». Некоторые из гостей попросили у Гарри разрешения сопровождать его. Доктор, Райт и Джемс также отправились. Райт свирепо молчал. Всегда веселый Джемс также был не в духе. Дорога от охотничьего дома к замку была уже очищена, и обществу подали охотничьи экипажи. Поездка через густой зеленый лес, пересекаемый кое-где веселыми солнечными лужайками, была прелестна. Вскоре все общество прибыло к большим воротам замка. Ворота сегодня были широко открыты для приема владельца. Ни печатей, ни замков больше не было. Двор успели очистить от мусора и сорной травы. Когда-то он был прекрасно вымощен, но неумолимое время и на камни наложило свою печать. В углу двора близ замка лежали две доски крест-накрест. И на вопрос Гарри, что это, Смит ответил: «Тут старый колодец, каменная стенка обвалилась, и я боюсь, чтобы кто-нибудь не оступился». «А сколько у нас колодцев?» — осведомился хозяин. «Не считая тех, что близ конюшен, 2. Этот и второй, более новый, в саду», — ответил Миллер. «Приведи оба в порядок», — закончил Гарри. Пока шли разговоры о колодцах, рабочие усердно трудились над большими чугунными дверями капеллы. Отпаять олово, которым были залиты створки и притвор, было не так просто. Наконец, все щели и замок очищены, но двери заперты. Из всех ключей, что были переданы старостой и управляющему Смиту, не подошел ни один. Пришлось слесарю, приглашенному предусмотрительным Смитом, применить отмычки. Долго он возился. Но вот замок щелкнул, и в ту же минуту двери сами собой распахнулись, точно кто силой изнутри толкнул их. Слесарь с порядочной шишкой на лбу отлетел прочь. Из раскрытой двери вылетело огромное облако пыли,
и на минуту все невольно закрыли глаза. Райт и Джемс, все еще находившиеся под впечатлением ночного приключения, стояли в стороне. Они видели, что с клубом пыли вылетело что-то живое. Это что-то было большой серой летучей мышью. Она против обычая своих сородичей, которые любят ночь и не видят ничего при дневном свете, весело и радостно потянула, как говорят охотники, к лесу по направлению к охотничьему дому и скоро пропала из виду, утонув в синеве ясного неба. «Можно подумать, что она вылетела из капеллы», — сказал Райт. «Но этого быть не может», — возразил Джемс. «Капелла давно закрыта, а просто у нее гнездо за карнизом двери, и напор воздуха заставил ее покинуть свое убежище». «Знаешь, Джемми, — сказал Райт, — я ненавижу мышей. Представь, я их боюсь. Не смешно ли это? Как многие не могут видеть змей, так я не могу без содрогания видеть мышей». Осмотр капеллы. Пыль улеглась. Все вошли в капеллу и были поражены видом разрушений. Стены, когда-то покрытые черным сукном, были оголены, ткань свисала унылыми лохмотьями. Серебряные подсвечники и катки с засохшими лавровыми деревьями лежали на полу. Барельефы из жизни Авраама и Исаака, покрывавшие кое-где простенки, разбиты и исцарапаны. Тут не хватает носа, а здесь благословляющей руки. В окнах вставлены деревянные решетки. Над окнами из хоров, куда выходила дверь второго этажа замка, висели венки и гирлянды, видимые из цветов. Странно было видеть, что ни то, ни другое не тронуто рукою времени. Посредине капеллы на возвышении стоял гроб, обитый белой парчой. 3 ступени, ведущие к нему, были прямо засыпаны высохшими розами, а гроб прикрыт вышитым покровом. Темный бархат почти сплошь зашит цветными шелками и бисером. По краю шла широкая кайма. «Художественная работа», — сказал Жорж К. «И настоящий жемчуг», — прибавил доктор, рассматривая покров. Под его пальцами истлевшая ткань лопнула, и жемчужинки посыпались на пол. «Интересно, для кого приготовлен был этот гроб? Или, вернее, кто в нем лежит?» — продолжал он. Слесарь по знаку Гарри попробовал приподнять крышку гроба, и она тотчас же соскользнула со своего места. Гроб был пуст. Белый атлас, тонкие кружева и ленты придавали ему вид дорогой красивой бомбоньерки. Вся внутренность гроба прекрасно сохранилась, только чуть-чуть пожелтела. Являлся странный контраст. Полное разрушение снаружи и уютный уголок внутри. Что тут произошло? Какая драма разыгралась? Легкие венки и гирлянды висят нетронутые, кружева и ленты даже не помяты, а тяжелые подсвечники, катки с цветами опрокинуты. Ткань в лохмотьях, штукатурка отбита. Что за загадка? «Но, Шерлок Холмс, объясняй», — прервал, наконец, Гарри тяжелое молчание, обращаясь к Джемсу. «Не знаю», — ответил тот сурово. «В деревне есть предание», — вмешался староста, «что давно, очень давно была страшная гроза. Казалось, вся нечистая сила спустилась на землю и напала на замок. Чуть его совсем не снесло тогда с горы. Земля тряслась, как живая, только молитвы старого капеллана и спасли жителей. Если б замок снесло ветром, то засыпало бы всю деревню. Бабушка говорила, что даже крестный ход был учрежден по этому случаю. Скоро после грозы замок и бросили», — закончил староста. «Что ж, очень вероятно, что землетрясением повалило тяжелые предметы, а легкие остались нетронутыми. Это обычное явление», — сказал доктор. «По вашему объяснению выходит, что нигде в замке, кроме капеллы, не было тяжелых предметов. Ведь погрома нигде больше нет», — сказал один старик. «Что тут особенного? Там привели все в порядок», — заметил доктор. «Странно. Почему же капеллу оставили в беспорядке?» — не отставал старик. «Ну, потому что она была заперта», — не сдавался доктор. «Кстати, чем ты объясняешь этот факт?» — обратился Гарри к доктору. «Ну, это, знаешь, у всякого барона своя фантазия, а у графов и подавно», — развел тот руками. Сколько ни говорили и ни спорили, так и не пришли ни к какому выводу. Разгром капеллы, заделанные двери, пустой гроб так и остались загадками. Да и молодежь, занятая радостями жизни, скоро и забыла об этом. «А вот и еще дверь», — обратил внимание Гарри, все видящий и все знающий Смит. И правда, из капеллы крутая лестница вела в самый склеп. Оттуда пахло затхлостью и гнилью, и охотников спуститься туда не нашлось. «Очистите капеллу, снимите решетки с окон, а гроб опустите в склеп», — отдал распоряжение хозяин. Замок наполнился движением и шумом. Двери и окна были открыты, и десятки рабочих чистили, мыли, снимали паутину.
Смит как ветер носился из комнаты в комнату, из одного этажа в другой. Грозным окриком, обещанием хорошей платы он умело подгонял рабочих. То же самое проделывал Миллер в отделении служб. Конюшни, сараи быстро приготовлялись к приему новых постояльцев — лошадей, коров, собак. Гарри, довольный деятельностью своих ставленников, не вмешивался в их распоряжение. Он с частью общества прошел в дом, в комнату, которую взял себе для рабочего кабинета. По-видимому, и при прежнем владельце она имела то же назначение. Большой рабочий стол стоял прямо против окна. Несколько шкафов с книгами ютилось по углам. Удобные кресла, курительные столики и многое другое. Все говорило о назначении этой комнаты. В ней был такой порядок, что стоило ее вычистить, хорошо проветрить и протопить, и она была бы готова принять нового хозяина. Все дело портило разбитое зеркало. Пустая рама неприятно притягивала внимание. «Позаботьтесь вставить другое», — заметил Гарри, указывая на раму тут же вертевшемуся Смиту. «Уже выписано, мистер. Здесь, в городе, не нашлось подходящего», — ответил тот. «Джемс», — снова заговорил хозяин, внимательно рассматривая старую книгу в кожаном переплете. «Ты хотел иметь эту старинную книгу? Она твоя, только ты едва ли найдешь в ней что-либо интересное. Это, кажется, страшное старье. Вот кожаный переплет — иное дело. Если я не ошибаюсь, он сделан из человеческой кожи». Со словами благодарности взял Джемс книгу и на первой странице прочел. По приказу высокочтимого барона Фредерика Зун сия книга переплетена в кожу конюха Андрея. «Ты прав, Гарри. Это человеческая кожа, которая принадлежала какому-то конюху Андрею и, наверное, была снята с него живого». Староста набожно перекрестился. «И несмотря на это, вы, мистер Джемс, берете книгу», — не утерпел Жорж К. «А если конюх придет за своей собственностью?» «Да, милый Жорж, несмотря ни на что беру. И уж, конечно, конюх не получит обратно своей собственности. А вот для вас», — добавил Джемс, подавая Жоржу пышный голубой шелковый бант. «Что же, я не прочь быть рыцарем этой дамы», — смеялся Жорж, стараясь приколоть бант к груди. «Даже если эта дама привидение», — заметил доктор. Бант выпал из рук Жоржа, и он побелел, как полотно. «Полно шутить, доктор», — вмешался Гарри. «Наш молодой товарищ и так стонет по ночам». Побродив по саду, общество разошлось по своим делам, и только уже вечером все были опять в сборе. Весело сели за стол. Один прибор был никем не занят. «Где же виконт Рено?» — спросил внимательный хозяин. «Они изволили уехать верхом в город и еще не возвращались», — доложил почтительно лакей. «Позаботьтесь, чтобы к приезду господина виконта ужин был горячим», — тихонько отдал приказание Смит. «Слушаюсь». По обыкновению за ужином много ели, а еще больше пили. Разговоры не смолкали. Капелла и ее загадки были неистощимой темой. Да и правда, было над чем поломать голову. Находка гроба не подействовала удручающе на общество. Наоборот, присутствие его придавало больше романтичности и пикантности случаю. Так что в связи с таинственными комнатами охотничьего дома гипотезы сыпались со всех сторон. Но все они рушились одна за другой при холодном рассуждении и логических выводах. Доктор выступал самым рьяным скептиком и разрушителем фантазий. Ни до чего не договорились, зато царили шум и веселье. Лакеи не успевали наполнять осушаемые бокалы. Уже к концу ужина дверь со стороны террасы шумно открылась, и в комнату быстро вошел, скорее даже вбежал один из слуг. Видно было, что бедный парень пережил страшный испуг. В комнате воцарилась тишина. «Да говорите же, черт вас возьми!» — не выдержал наконец Смит. «Я не виноват, право не виноват, что господин виконт умерли». «Как умер? Кто умер? Виконт Рено умер?» — раздались голоса. Все шумно поднялись из-за стола. «Выпейте и расскажите толком», — сказал доктор, подавая испуганному слуге стакан крепкого вина. Тот с жадностью его выпил и сразу, видимо, пришел в себя. «Сегодня при заходе солнца, — начал он, — господин Смит приказали мне съездить в город и заказать на завтра бочку пива. Я оседлал ленивого и поехал. Справив поручение, я...» «Ну, конечно, заехал в трактир и напился», — подсказал Смит. «Виноват, господин Смит. Я заехал. Но только вот вам Бог не напивался». «Знаю, знаю. Уверяю, господин Смит, только одну кружку, да и то». «Довольно!» — крикнул Джемс. «К делу!» — строго потребовал Гарри. Ну, я отправился домой, луна хорошо светила.
Ехал я шагом, ведь кучер, сами знаете, не позволяет нам гонять лошадей, да и ленивого трудно заставить скакать. Благополучно проехал мимо озера и поднялся на горку. Самая прямая дорога идет около ограды сада. Не доезжая до калитки, что выходит на озеро, ленивый вдруг остановился, уперся передними ногами и весь затрясся. Я взглянул и обмер. В калитке стояла белая женщина. Длинные золотые волосы были распущены, зеленые глаза горели, и адский дым клубился вокруг нее. Ленивый встал на дыбы и бросился в сторону. Я, мистер, не кавалерист и не учился ездить верхом, да еще на лошади, которая встает на дыбы. Но я и упал, а ленивый убежал. Дальше. Коротко сказал Гарри. Шляпа с меня слетела, да и шишку на голову я посадил хорошую, продолжал парень, щупая голову. Пока я еще лежал, оно прошло мимо меня. От страха и холода зубы мои начали стучать. Как я вскочил, как бросился в калитку, не помню. У меня на ногах точно крылья выросли. Мне казалось, что оно стоит в кустах. Я бросился к дому, подбежав к террасе, я увидел, что господин Виконт сидит на перилах. Я его сразу узнал. Да и как было не узнать, когда я сам помогал ему одеваться утром. Господин Виконт!» — кричал я. Но он оставался неподвижен. Поднявшись на террасу, я притронулся к его плечу. Вижу, глаза стеклянные, руки холодные. Тут я понял, что он мертв. Гарри, а за ним и другие, не слушая больше рассказчика, высыпали на террасу. Там на перилах, прислонив голову к колонне, сидел Виконт Рено. Он точно отдыхал. Поза его выражала полное спокойствие. Шляпа, сдвинутая на затылок, открывала молодое, страшно бледное лицо с остановившимися холодными глазами. На нем были рейд-фрак и высокие сапоги. За пуговицу фрака был прикреплен цветок ненюфара. Сомнения в смерти быть не могло, и все грустно молчали. Слуга, первым увидевший мертвеца, все еще был страшно возбужден и продолжал рассказывать своим товарищам-лакеям, как он испугался русалки. Теперь он уже прибавлял, что видел у нее гусиные лапы из-под платья, а вместо адского дыма ее окружало покрывало из тумана. Что она была белая и легкая, и даже летела с ним рядом, когда он бежал, и только не посмела выйти на освещенную площадку перед террасой, а осталась там, в тени, в кустах, и он показал вглубь сада. «Да смотрите, смотрите, она еще там, белеет в кустах!» — взвизгнул он не своим голосом. Толпа шарахнулась. В кустах, правда, что-то белело. За минуту Гарри и капитан Райт оказались там. «Опомнитесь, глупые, это белая лошадь, наш павлин!» — раздался властный голос Гарри, и тотчас же он вывел из кустов на площадку прекрасную белую верховую лошадь. Страх прошел. Все ободрились. Павлина знали и гости, и слуги. Это была одна из лучших лошадей конюшни миллионера. Лошадь была под мужским седлом и тяжело дышала. Белая пена клочьями покрывала удила и потник. «Хорошо же тебя отделал господин Виконт», — ворчал старик-кучер, лаская лошадь. «А еще обещал поберечь». «Теперь это не к месту, Матвей», — строго прервал кучера Гарри. «Вот если б бедный Рено поберег павлина, то и сам бы он был цел и невредим. Разве можно с пороком сердца скакать, сломя голову?» — закончил доктор. «Откуда он достал ненюфар? Он свеж, как только что сорванный», — заметил Джеймс. «Ну, этого добра на озере сколько хочешь», — ответил Жорж К. «Но для этого надо останавливаться, а не скакать», — не унимался Джеймс. Но ответа ни от кого не получил. По знаку хозяина слуги взяли труп и отнесли в дом. Об окончании ужина, конечно, не было и речи. Все рано разошлись по комнатам, условившись утром отправиться в город дня на 3, чтобы отдать последний долг усопшему. Капитан Райт и Джемс, не сговариваясь, отправились в комнату Райта. Молча, закурив сигары, уселись в кресло. Шли часы. В помещении был полумрак. К полуночи луна высоко поднялась на небо, и комната наполнилась волнами света. Еще немного, и волны начали мерцать и переливаться. Молодые люди ждали. Но дверь оставалась закрытой. Там, за дверью, слышались легкие шаги, шуршало шелковое платье, звякали струны лютни, точно от нечаянного прикосновения. Вот скрипнула дверь балкона, и все стихло. Часы шли. Райт и Джемс очнулись от стука. Ясный день. Комната ярко освещена солнцем. Лучи его играют на гранях туалетных вещиц и бегают зайчиками по потолку и стенам. Они оба сидят в креслах. Сигары давно потухли. Без всякого сомнения спали. И крепко спали. Стук повторился. «Войдите!» Вошел молодой лакей
и доложил: «Господ ожидают к утреннему кофе, и похоронный кортеж уже готов. Пожалуйте». Джемс и Райт не сразу поняли, в чем дело, но все же поспешили привести себя в порядок и отправились в столовую. Прошло 3 дня. Гарри вернулся в свой охотничий дом, с ним вернулись и его верные друзья — Джемс, доктор и капитан Райт. Из гостей вернулись очень немногие. Смерть виконта Рено, молодого и полного сил, повлияла неприятно на нервных и впечатлительных, и многие из них уехали. Кто совсем, а кто с обещанием вернуться в замок к праздникам новоселья. Райт и Джемс хорошо выспались в городе, нервы пришли в порядок, и они посмеивались друг над другом. И Джеймс свое приключение с привидениями назвал «галлюцинация с копом». «Что нового?» — спросил Гарри по возвращении из города. «Все, слава богу, хорошо», — ответил помощник управляющего Миллер. После отъезда в город Гарри и Смита Миллер остался полновластным и ответственным лицом. Замок совершенно очищен, с садом дело идет тише, но все же та часть сада, которая примыкает к замку, уже в порядке, и садовый колодец вычищен. На днях очистят и тот, что на дворе, но, кажется, в нем не будет воды, — докладывал он. «Извините, мистер, вы, быть может, будете мною недовольны», — продолжал Миллер нерешительно. «Я не знаю, но я был в затруднении, жена его плакала, а бедность, правда, очень большая, но я и дал от вашего имени 25 талеров на похороны», — закончил он свой доклад. «Опять похороны? Чьи похороны?» — вскричал нетерпеливо Гарри. «Конечно, мистер, он не был нашим постоянным рабочим, ему платили за каждый раз отдельно, но очень большая бедность», — бормотал сильно смутившийся Миллер. «Постойте, вы меня не поняли, дело не в деньгах, я хочу знать, кто умер», — сказал Гарри. «Слесарь. Слесарь, мистер, тот самый, что открывал нашу капеллу. Он казался не старым и здоровым». «Да, и заболел он в тот же день, нет, вернее, в ту же ночь. С ним случился обморок. Долго ли он продолжался, никому не известно, так как жена заметила это только утром. Отлегло. Целый день больной работал, но молчал и был невеселый, как она говорит. Ночью обморок повторился. Жена спала в соседней комнате и, заслышав шорох и стоны, прошла к больному. Он опять был без памяти. Утром он уже встать не мог и весь день пролежал в постели. Ночью он тихо скончался. Жена страшно плачет, она потеряла своего единственного кормильца, но глупая крестьянка утешается тем, что ангел взял душу ее мужа», — рассказывал Миллер. «При чем тут ангел?» — спросил Джеймс. «Видите ли, — продолжал Миллер, — жена слесаря решила последнюю ночь не спать, а стеречь больного мужа, ну и, ясное дело, после тяжелого рабочего дня уснула и видела сон». «Где же тут ангел? Какой сон?» — допытывался Джеймс. «Глупая баба, сударь, уверяет, что она не спала, а нашел на нее столбняк. По-ихнему это если человек не может пошевелиться, а все видит и слышит. И вот явилась прекрасная женщина в небесном платье и с короной на голове, наклонилась над больным и поцеловала его. Потом в луче месяца она улетела в небо и унесла его душу», — кончил Миллер. «А чем объяснил смерть?» — деревенский доктор спросил Гарри. «Доктора мистера не было, его и не звали. Я уже вам докладывал, что у них страшная бедность. Недавно они погорели и теперь ютятся как попало. Смит, завтра вы позаботитесь о вдове, а на сегодня довольно», — решил Гарри. Потом он откланялся гостям и друзьям и пошел со Смитом работать в кабинет. Он даже отказался от ужина, прося доктора занять председательское место. Ужин прошел вяло, несмотря на шутки и анекдоты доктора. Сказывалось отсутствие хозяина. Чтения тоже не было. От пунша отказались и рано разошлись по своим спальням. К утреннему кофе Райт вышел последним. Он был страшно зол, и губы его нервно поддергивались. Подойдя к столу, вместо обычного поклона он бросил на пол большую пунцовую розу и, наступив на нее, сказал: «Господа, я не женщина, и бросать мне розы в окно по меньшей мере глупо. Считаю это себе оскорблением, и на будущий раз отвечу острием моей шпаги». Все удивленно смотрели на Райта и переглядывались между собою. Хорошо вышкаленный лакей быстро подобрал бедную растоптанную розу. «Откуда он ее взял? В саду нет таких», — сказал он, показывая розу камердинеру Сабо. «На горе в замке уже есть. Вчера привезли», — заметил Миллер. День тянулся скучно и бесконечно. Вечером в столовой собралось все оставшееся общество. Оно сильно убавилось, все хмурились. Хозяин, желая развлечь гостей, да и сам отдохнуть от пережитых неприятностей, попросил Карла Ивановича дочитать письма. Карл Иванович заметно поколебался, замялся, хотел что-то сказать, но потом махнул рукой и надел очки. «Итак, я начинаю», — сказал он. Письмо 17. «Альф,
Между моим последним письмом и сегодняшним прошли только сутки. Но в эти сутки я пережил целую жизнь. И она сломала во мне все светлое и дорогое. Личное счастье погибло. А Рита? Чем же она виновата? Нет, с камнем на душе я должен, если не быть, то казаться счастливым. Это для Риты. Но слушай по порядку. Поручив Риту заботам кормилицы и кузин, сделав распоряжение по хозяйству, я отправился в город искать старого доктора. Искать, собственно, мне не пришлось, так как в гостинице, где я остановился, на первый же мой вопрос ответили, что знают, и указали его адрес. «Только напрасно вы к нему поедете», — прибавил коридорный доктор, «давно никого не лечит, да и редко кого пускает к себе. Он чудной. Позвольте, сударь, я лучше проведу вас к другому доктору, Фришу. Он отличный доктор и стоит в нашей гостинице». Я поблагодарил и отказался от Фриша. «А почему вы зовете старика чудным?» — поинтересовался я. «Да как же, сударь, все его так зовут. Говорят, он не в своем уме». Я отправился. Извозчик свез меня на окраину города к небольшому деревянному дому. Во дворе меня встретила пожилая женщина и угрюмо сказала, что доктор не лечит и никого не принимает. «Проводите меня к нему», — сказал я, и золотой пропуск был в ее руке. Меня тотчас же провели в сени, а затем и в комнаты. Первая комната ничего из себя не представляла, самая обыденная мещанская обстановка, но зато следующая была совершенно иного характера. Это какой-то кабинет алхимика или ученого. Темные шкафы, полные книг, банки, реторты, несколько чучел и, в конце концов, человеческий скелет. У окна в большом кресле сидел старик. В первую минуту я думал, что ошибся и попал не по адресу. Так трудно было узнать в высохшем худом человеке когда-то полного и веселого доктора. Он был совершенно лыс и в огромных очках. Если я, зная, к кому иду, с трудом уловил знакомые черты, то он, конечно, совершенно меня не узнал. «Что вам нужно? Я не практикую», — сказал он, резко вставая с кресла. Я назвал себя. Минуту он стоял неподвижно, точно не понимая меня. Потом странно вытянул шею и спросил. Голос его дрожал. «Кто вы?» Я повторил. Альф, нужно было видеть его ужас. Он побелел, как бумага, очки упали на пол, и он этого даже не заметил. Протянув вперед руки, точно защищаясь, он бормотал: «Нет, не может быть!» Ноги его тряслись, и, не выдержав, он со стоном сел в кресло. Я подал ему стакан воды и, взяв за руку, стал говорить: «Доктор, милый доктор, разве вы забыли своего любимца маленького Карло?» Я старался припомнить из детства разные мелочи, его шутки, подарки. Понемногу старик успокоился и начал улыбаться. «Так это в самом деле ты, Карло? Ты живой и здоровый. Как же ты вырос и какой красавец! Эх, не судил Бог моему другу, твоему отцу, и полюбоваться тобой». «Да, доктор, с 7 лет я был лишен и отца, и матери. А почему, и до сих пор не знаю». Старик отодвинулся от меня и замолчал. «Зачем и надолго ли ты приехал в наш город?» «Приехал я сегодня, а сколько проживу, зависит от вас, доктор. Если вы согласитесь на мою просьбу, то завтра же утром мы выйдем в замок». Старик снова весь затрясся. «Что? Ехать в замок? В твой родовой замок? Зачем? Что тебе в нем?» — закричал он сердито. «Как зачем? Вот уже 2 месяца, как я живу в нем», — смеясь, заявил я. «Ты в замке рядом 2 месяца?» — бормотал он. Зубы, то есть нижняя челюсть старика, дрожали. «Ты жив, здоров, совершенно здоров! Поклянись Божией Матерью, что ты говоришь правду!» Он повелительно указал на угол. Весь угол был занят образами, большими и маленькими. Перед ними горела лампада, стоял аналой с открытой книгой. Войдя в комнату, я не заметил этого угла, и теперь он поразил меня диссонансом. Лампада и человеческий скелет. «Клянись, говорю тебе, крестись!» — настаивал грозно старик. Думая, что имею дело с сумасшедшим и не желая его сердить, я перекрестился и сказал торжественно: «Клянусь Божьей Матерью, я жив и вполне здоров». Старик заплакал. Вернее, как-то захныкал и, вытаскивая из кармана огромный платок, все повторял: «Зачем ты приехал? Зачем ты приехал? Чего ты хочешь?» Когда он совершенно успокоился, я ему рассказал, что с детства скучал по родине, но не смел ослушаться приказания отца и жил в чужих краях. Внезапная его смерть сняла с меня запрет, и я явился поклониться гробам родителей. «И представьте, доктор, я не нашел их в склепе», — закончил я. «Не нашел. В склепе не нашел», — радостно шептал старик. «А новый склеп ты не трогал? А разве есть новый склеп? Где же он? Хорошо, очень хорошо», — потирал старикашка руки. Я ничего не понимал и страшно раскаивался, что связался с полоумным. Соображая, как бы поудобнее выбраться из глупого положения, я молчал. Молчал и старик.
Когда ты едешь обратно в чужие края?» — наконец спросил он. «Обратно? И не собираюсь», — возразил я с удивлением. «Замок вычищен, отремонтирован заново, и через 2 недели моя свадьба». Глаза старика опять выразили ужас. «Ты намерен навсегда поселиться в замке и хочешь жениться? Быть может, уже наметил невесту? Безумец, безумец! Разве старый Петра не был у тебя? Разве он не сказал тебе, что по завету отца ты не должен приезжать в замок, а не то, что жить тут, да еще с молодой женой?» — кричал весь, трясясь, старик. Все эти глупые охи и крики окончательно мне надоели, и я резко сказал: «Отец ни разу не писал мне ничего подобного, да и теперь поздно об этом говорить. Невеста моя уже приехала и находится сейчас в замке». «Пресвятая Матерь Божья, помилуй ее и спаси», — горестно прошептал старик. «Ну, Карла, не думал я, что судьба заставит выпить меня и эту горькую чашу, а видно, ничего не поделаешь. Мы оберегали тебя от этого ужаса, но ты сам дерзко срываешь благодетельный покров. Твой отец взял с меня и Петра странную клятву, что тайна эта умрет с нами, но теперь я должен, я обязан открыть ее тебе. Да простит меня Пресвятая Заступница. Дорогой друг, ты говорил: смотри, ни на духу, ни во сне не должен говорить. Из могилы я буду следить за тобой, а сейчас, если ты можешь слышать, пойми и прости. Но ведь Карла надо спасать, избавить хотя бы ценой моей души, души клятва преступника», — печально и торжественно проговорил старик. Он замолчал и скорбно поник головою. Хотя все его слова представляли какой-то бред, но я не считал его больше сумасшедшим. Что-то говорило мне об их правде и об ужасе, что ждет меня. Я молчал, боясь нарушить думы доктора и в то же время стараясь догадаться, что за тайну должен он мне открыть. Первая моя мысль была насчет моего большого состояния. Честно ли оно нажито? Нет ли крови на нем? И я давал себе слово исправить, что можно. Нет, невероятно. Смерть матери. Не повинен ли в ней отец? Тоже нет. Он обожал ее и 15 лет хранил верность ей и чтил ее память. Что же, наконец? Доктор все молчал, потом спросил меня: «Карла, что ты помнишь из своего детства?» Я стал рассказывать, вспоминая то и другое. «Ну а что ты думаешь о смерти своей матери?» Холод пробежал по мне. «Неужели?» Я рассказал то, что ты уже знаешь. То есть, что мать видела во сне змею, которая ее укусила, закричала ночью и от страха заболела. Потом ей было лучше, но после обморока в зале болезнь ее усилилась. Затем, этого ты еще не знаешь, она начала сильно слабеть день ото дня. И все жаловалась, что по ночам чувствует тяжесть на груди, не может ни сбросить ее, ни крикнуть. Отец начал вновь дежурить у ее постели, и ей опять стало легче. Устав за несколько ночей, отец решил выспаться и передать дежурство Пепе. В ту же ночь матери сделалось много хуже. Утром, когда стали спрашивать Пепу, в котором часу начался припадок, она ответила, что не знает, так как ее в комнате не было. «Господин граф пришел, и я не смела остаться», — сказала она. «Я пришел? Что ты выдумываешь, Пепа?» — засмеялся отец. «Да как же, барин, вы открыли дверь на террасу, оттуда так и подуло холодом, и хоть вы и укутались в плащ, но я сразу вас узнала», — настаивала служанка. «Ну, дальше», — сказал бледнее отец. «Вы встали на колени возле кровати графини, но я и ушла», — кончила Пеппа. «Хорошо, можете идти», — сказал отец и, поворачивая к доктору свое бледное лицо, прошептал: «Я не был там». «Так», — качнул старик головой, — «так». Чем кончилось это дело? Кто входил в комнату матери, я не знаю до сих пор, — закончил я. «Дальше, дальше», — бормотал старик. «Дальше, через 3 дня, Люси, мою маленькую сестренку Люси, — продолжал я свой рассказ, — нашли мертвую в кроватке. С вечера она была здорова, щебетала, как птичка, и просила разбудить ее. Рано-рано, смотреть солнышко. Утром, удивленная долгим сном ребенка, Катерина подошла к кроватке, но Люси была не только мертва, но и застыла уже. «Так», — снова подтвердил доктор. Люси похоронили, и в тот же день мать подозвала меня к своей кушетке и, благословляя, сказала: «Завтра рано утром ты едешь с Петро в Нюрнберг учиться. Прощай». И она крепко, со слезами на глазах, меня расцеловала. Ни мои просьбы, ни слезы, ни отчаяние, ничего не помогло. Меня увезли. Даже через столько лет старое горе охватило меня. Голос дрогнул, и я замолчал. «Так», — опять качнул головой старик, — «так, а не помнишь ли ты еще чьей-нибудь смерти, кроме Люси?» — спросил он. «Еще бы, тогда умирало так много народу, все больше дети и молодежь», — ответил я. «А похоронный звон из деревни хорошо был слышен у нас в саду, и я отлично его помню, да и у нас на горе было несколько случаев смерти», — закончил я.
Опять длинное молчание, точно старик собирал все свои силы. Он тяжело дышал, вытащил свой платок и отер лысину. «Ну, теперь слушай, Карла. После твоего отъезда смертность не прекращалась. Она то вспыхивала, то затихала. Я с ума сходил, доискиваясь причины. Перечитал свои медицинские книги, осматривал покойников, расспрашивал окружающих. Ни одна из болезней не подходила к данному случаю, только одно сходство мне удалось уловить. Это в тех трупах, которые мне разрешили вскрыть, был недостаток крови. Да еще на шее, реже на груди, у сердца я находил маленькие красные ранки, даже вернее пятнышки. Вот и все. Странная эпидемия в народе меня очень занимала, но я не мог вполне ей отдаться, так как болезнь твоей матери выбила меня из колеи. Она чахла и вяла у меня на руках. Вся моя латинская кухня была бессильна вернуть ей румянец на щеки и губы. Она явно умирала, но глаза ее блестели и жили усиленно. Точно все жизненные силы ушли в них. Эпизод с господином в плаще пока еще оставался неразъясненным, только с тех пор ни одной ночи она не проводила одна. Отец или я, мы чередовались у ее постели. Лекарства ей я тоже давал сам, но все было тщетно. Она слабела и слабела. Однажды днем меня позвали к новому покойнику. Твой отец был занят с управляющим. Графиня, которая лежала в саду, осталась на попечении Катерины. Через 2 часа я вернулся и заметил страшную перемену к худшему. «Что случилось?» — шепнул я Катерине. «Ровно ничего, доктор», — отвечала Катерина. «Графиня лежит спокойно, так спокойно, что к ней на грудь села какая-то черная невиданная птица. Но я хотел ее согнать, но графиня махнула рукой не трогать, вот и все». «Что за птица? Не выдумывает ли чего Катерина?» Расспрашивать больную я не решался, боялся взволновать. Прошло 3 дня. Мы, то есть твой отец и я, сидели на площадке. Графиня по обыкновению лежала на кушетке, лицом к деревне. Солнце закатилось, но она просила дать ей еще немного полежать на воздухе. Вечер был чудесный, мы курили и тихо разговаривали. От замка через площадку тихо-тихо пролетела огромная летучая мышь, совершенно черная, таких раньше не видывал. Вдруг больная приподнялась и с криком ко мне!» протянула руки. Через минуту она упала на подушки, мы бросились к ней, она была мертва. Как не готовы мы были к такому исходу, но когда наступил конец, мы стояли как громом пораженные. Первым опомнился твой отец. «Надо позвать людей», — сказал он глухо, и пошел прочь. Он шел, покачиваясь точно под непосильной тяжестью. Я опустился на колени в ногах покойницы. Сколько прошло времени, не знаю, не отдаю себе отчета. Но вот послышались голоса, замелькали огни, и в ту же минуту с груди графини поднялась черная летучая мышь, та самая, что мы видели несколько минут назад. Описав круг над площадкой, она пропала в темноте. О вскрытии трупа графини я не думал, твой отец никогда бы этого не допустил. Меня, как врача, поражало то, что члены трупа, холодные как лед, оставались достаточно гибкими. Покойницу поставили в капеллу. Читать над ней лекцию явился монах соседнего монастыря. Мне он сразу не понравился. Толстый, с заплывшими глазками и красным носом. Хриплый голос и пунцовый нос с первого же взгляда выдавали его как поклонника Бахуса. После первой же ночи он потребовал прибавления платы и вина, так как покойница неспокойная. Его удовлетворили. На другую ночь мне не спалось, какая-то необыкновенная тяжесть давила сердце. Я решил встать и пройти к гробу. Попасть в капеллу можно было через хоры. Я так и сделал. Подойдя к перилам, взглянул вниз. Там царил полумрак, свечи в высоких подсвечниках, окружающий гроб, едва мерцали и давали мало света. А свеча у аналоя, где читал монах, оплыла и трещала. Хорошо всмотревшись, я увидел, что сам монах лежит на полу, раскинув руки и ноги, и на груди его была накинута точно белая простыня. Нечаянно взглянув на гроб, я остолбенел. Гроб был пуст! Дорогой покров, свесившись, лежал на ступенях катафалка. Я старался очнуться. Думаю, что сплю, протер глаза. Нет! Как ни неверен свет свечей, как ни перебегают тени, но все же гроб пуст и пуст. Не помня себя от радости, я бросился к маленькой темной лесенке, что вела с хор в капеллу. Недаром я заметил подвижность членов. Это только сон, летаргический сон мелькнуло у меня в уме. Слава Богу, слава Богу! Кое-как в полной темноте я скорее скатился, чем спустился с лестницы. Врываюсь в капеллу, бросаюсь к гробу. Боже, что же это? Покойница лежит на месте, руки скрещены и глаза плотно закрыты. Даже розаны, которые я вечером положил на подушку, тут же только скатились на бок.
Снова протираю глаза, снова стараюсь очнуться ото сна. Обхожу гроб, на полу лежит монах, руки и ноги раскинуты, голова запрокинулась. Мелькает мысль, где же простыня, и исчезает. Не доверяю своим глазам. В висках стучит. Нет, это стучат во входные двери со двора. Машинально подхожу, снимаю крючок, свежий ночной воздух сразу освежает мне голову. «Что случилось?» — спрашиваю я. Входит ночной сторож в сопровождении 2 рабочих. «Ах, это вы, доктор?» — говорит сторож и облегченно вздыхает. А я-то напугался. Иду это по двору, а за окнами капеллы точно кто-то движется. Ну, думаю, не воры ли? Боже избави, долго ли до греха, на графине бриллиантов этих самых много-много. Люди говорят на 100 000 крон. Подхожу, шелестит, ходит. Да как заохает, застонет. Но я бежал, позвал парней, одному-то жутко, закончил сторож. Вы пришли кстати. С монахом дурно, надо его вынести на воздух, приказываю я. Ишь, как накурил ладаном, прямо голова идет кругом, сказал один из рабочих, поднимая чтеца. Ну и тяжел же старик, прибавил он. В это время из рукава монаха выпала пустая винная бутылка и покатилась по полу. Парни засмеялись. Отче-то упился, да и начадил без меры. Недаром же он и стонал, ребятушки. Страсть страшно, ораторствовал сторож. Вынеся монаха во двор и положив на скамью, мы стали приводить его в чувство. Это удалось не сразу. Угар и опьянение тяжело подействовали на полного человека. Наконец он открыл глаза. Они дико бегали по сторонам. Я приказал дать ему стакан крепкого вина. Он жадно выпил, крякнул и прошептал: «Неспокойная, неспокойная». Начало рассветать, послышался звон церковного колокола к ранней службе. Я пошел к себе, желая все обдумать, но едва сунулся на кровать, как моментально заснул. День прошел обычно. Монах совершенно оправился и просил только 2 порцию вина за беспокойство. Я видел, как экономка Пеппа подавала ему жбан с вином и, шутя, сказал ей: «Смотрите, Пеппа, возьмете грех на душу, обопьется ваш монах». «Что вы, доктор, да разве они постольку выпивают в монастыре? А небось только жира нагуливают», — ответила Пеппа. Ночью я часто просыпался, но решил не вставать. Рано поутру слышу нетерпеливый стук в мою дверь. Несчастье сразу пришло в голову. В один момент я готов, отворяю, передо мной Пеппа, на ней, что говорится, лица нет. «Доктор, доктор, монах! Монах умер!» — заикаясь, произносит наконец она и тяжело опускается на стул. Спешу. На той же лавке, что и вчера, лежит монах. Он мертв. Глаза его широко открыты, и все лицо выражает смертельный ужас. Кругом вся дворня. «Кто и где его нашел?» — спрашиваю я. Выдвигается комнатный лакей. «Господин граф, приказали вставить новые свечи к гробу графини. Я и вошел в капеллу, а он и лежит у самых дверей. Верно, выйти хотел, смерть почуял», — раздаются голоса. Да не иначе, как почуял, через всю капеллу притащился к дверям. В руке у него было 2 цветка, мертвые розы. Вчера ребята из деревни целую корзину их принесли. Весь катафалк засыпали. Верно, беднягу покачивало. Он и оперся и зацепил их. Хорошо еще, что покойницу-графинюшку не столкнул, рассказывают мне один перед другим слуги. Я слушал, и в голове у меня гудело, и в первый раз в душе проснулся какой-то неопределенный ужас. Смерть была налицо, и делать мне, собственно говоря, было нечего. Но все-таки я велел перенести труп в комнату и раздеть. Первое, что я осмотрел, была шея, и на ней я без труда нашел маленькие кровяные пятнышки, ранки. Тут у меня впервые зародилась мысль, что ранки эти имеют связь со смертью. До сих пор, не придавая им значения, я их почти не осматривал. Теперь дело другое. Ранки были небольшие, но глубокие, до самой жилы. Кто же и чем наносил их? Пока я решил молчать. Монаха похоронили, графиню спустили в склеп. Для большей торжественности ее спустили не по маленькой внутренней лестнице, а пронесли через двор и сад. И в день похорон члены ее оставались мягкими, и мне казалось, что щеки и губы у ней порозовели. Не было ли это влияние разноцветных окон капеллы или яркого солнца? На выносе тела было много народу. После погребения, как полагается, большое угощение, как в замке, так и в людских. Когда прислуга подняла за упокой графини, начали шуметь и выражать неудовольствие старым американцам. Он ни разу не пришел поклониться покойнице. И утром на выносе тела его также никто не видел, напротив. Многие заметили, что дверь и окно сторожки были плотно заперты. Под влиянием вина посыпались упреки, а затем и угрозы по адресу американца. Смельчаки тут же решили избить его. Толпа под предводительством крикунов направилась в сад, к сторожке. Американец по обыкновению сидел на крылечке. С ругательствами, потрясая кулаками, толпа окружила его.
Он вскочил, глаза злобно загорелись, и прежде чем наступающие опомнились, он заскочил в сторожку и захлопнул дверь. «А, так-то ты, американская морда!» — кричал молодой конюх Герман. Он вскочил на крылечко и могучим ударом ноги вышиб дверь. Ворвались в сторожку, но она была пуста. Даже искать было негде, так как в единственной комнате только и было, что кровать, стол и 2 стула. «Наваждение!» — сказал Герман, пугливо оглядываясь. Всем стало жутко. Все так и шарахнулись от сторожки. Выбитую дверь поставили на место и молча один за другим выбрались из сада. Людской шум возобновился. Обсуждали вопрос, куда мог деться старик. Предположениям и догадкам не было конца. Многие заметили, что комната в сторожке имела нежилой вид. Стол и стулья покрыты толстым слоем пыли, кровать не оправлена. Где же жил американец? И как и куда он исчез? И опять слово «наваждение» раздалось в толпе. Чем больше говорили, промачивая в то же время горло вином и пивом, тем запутаннее становился вопрос, и скоро слово «оборотень» пошло гулять из уст в уста. Прошла неделя. Отец твой почти безвыходно находился в склепе, часто даже в часы обеда не выходил оттуда. Смертность как в замке, так и в окрестностях прекратилась. Дверь сторожки стояла по-прежнему прислоненной. Видимо, жилец ее назад не явился. Из города поступило какое-то заявление, и отец твой должен был, хочешь не хочешь, уехать туда дня на 3-4. На другой день его отъезда снова разразилась беда. После опросов дело выяснилось в таком виде. После людского завтрака кучер прилег на солнышко отдохнуть и приказал конюху Герману напоить и почистить лошадей. К обеду конюх не пришел в людскую, на это не обратили внимания. К концу обеда одна из служанок сказала, что, проходя мимо конюшен, слышала топот и ржание лошадей. «Чего он там балует, черт!» — проворчал кучер и пошел в конюшню. Вскоре оттуда раздался его крик. «Помогите, помогите!» Слуги бросились. Во втором стойле, с краю, стоял кучер с бичом в руках, а в ногах его ничком лежал Герман. Кучер рассказал, что, придя в конюшню, он увидел, что Герман развалился на куче соломы и спит. Но я его и вдарил. А он упал мне в ноги, да, кажись, мертвый. Германа вынесли. С приходом людей лошади успокоились. Только та, в стойле которой нашли покойника, дрожала всеми членами, точно от сильного испуга. Позвали меня. Я тотчас отворотил ворот рубашки и осмотрел шею. Красные свежие ранки были налицо. Что Герман мертв, я был уверен, но ради прислуги проделал все способы отваживания. Затем приказал раздеть и внимательно осмотрел труп. Ничего, здоровые формы Геркулеса. Так как никто не заявлял претензий, я сделал вскрытие трупа. Прежние мои наблюдения подтвердились. Крови у здоровенного Геркулеса было очень мало. Не успел я покончить возню с мертвецом, как из деревни пришла весть, что и там опять неблагополучно. Умерла девочка, пасшая стадо гусей. Мать принесла ей обедать и нашла ее лежащей под кустом уже без признаков жизни. Тут в определении смерти не сомневались, так как мать ясно видела на груди ребенка зеленую змею. При криках матери гадина быстро исчезла в кустах. Все-таки я пошел взглянуть на покойницу под благовидным предлогом — помочь семье деньгами. Покойница, уже убранная, лежала на столе. Выслав мать, я быстро откинул шейную косынку и приподнял голову. Зловещие ранки были на шее. Ужас холодной дрожью прошел по моей спине. Не схожу ли я с ума, или это и впрямь наваждение? Всю ночь я проходил из угла в угол. Сон и аппетит меня оставили. При звуке шагов или голосов я ждал известия о новой беде. И она не замедлила. Умер мальчишка-поваренок. Его послали в сад за яблоками, да назад не дождались. Опять я проделал с трупом все, что полагалось. Как манекен, только одни ранки на шее. Наконец вернулся твой отец, ему рассказали о случившемся. Он, к моему удивлению, отнесся ко всему совершенно холодно и безразлично. Тогда я осторожно ему рассказал мои наблюдения о роковых ранках на шее покойников. Он только ответил: «А, так же, как у покойницы жены», и ушел на свое дежурство в склеп. Я опять остался один перед ужасной загадкой. Вероятно, я недолго бы выдержал, но на мое счастье вернулся Петра, хотя ранее и предполагалось, что он останется с тобой в Нюрнберге. За некоторое время отсутствия он сильно постарел с виду, а еще больше переменился нравственно. Из веселого и добродушного он стал угрюм и нелюдим. В людской ему сообщили все наши злоключения и радостно прибавили, что американец исчез, и что он был совсем и не американец, а оборотень. Один говорил, что видел собственными глазами, как старик исчез перед дверью склепа, а двери и не открывались. Другой тоже собственными глазами видел, как американец, как летучая мышь, полз по отвесной скале.
а третий уверял, что на его глазах на месте американца сидела черная кошка. Были такие, что видели дракона, только тут возник спор. По мнению одних, у дракона хвост, по мнению других, большие уши. Кто говорил, что это змея, кто, что это птица, и после многих споров и криков решили: дракон, так дракон и есть. Петра обозвал всех дураками, ушел в свою комнату. На другое утро Петра долго разговаривал с твоим отцом, о чем никто не знает. Только после разговора он вышел из кабинета, кликнул двух рабочих и именем графа приказал разбирать сторожку американца. Люди повиновались неохотно, сняли крышу и начали разбирать стены. При ярком дневном свете еще яснее выступило, что сторожка была необитаема. Скоро от сторожки остались небольшая печь и труба. Доски и бревна достаточно еще крепкие, и Петра распорядился пилить на дрова и укладывать на телеги. Печь и трубу он приказал каменщику ломать, не жалея кирпича. Когда повалили трубы, мы с твоим отцом стояли в дверях склепа. Из трубы вылетела большая черная летучая мышь и метнулась к нам. Я замахнулся палкой, тогда она, круто повернув, исчезла за стеной замка. «Вишь, паскуда, гнездо завела», — проворчал каменщик. «Теперь мне стало ясно, откуда взялась черная летучая мышь на груди твоей матери в день ее смерти. Всем известно, что летучие мыши любят садиться на белое. Вот ее и привлекло белое платье покойницы. А что мышь была черная, а не серая, как обыкновенно, и что бросилась мне тогда же в глаза, объяснялось теперь тем, что она пачкалась о сажу в трубе. Телеги с дровами Петра отправил в церковный двор для отопления церкви как дар от графа. Кирпич вывезли далеко в поле. Площадку Петра сам вычистил и сравнял, ходя как-то по кругу и все что-то шепча. На другой день из деревни привезли большой крест, сделанный из осины. Конец его был заострен колом. Крест вколотили посредине площадки. Петра кругом старательно разбил цветник, но, к удивлению и смеху слуг, засадил его чесноком. На мой вопрос, что все это значит, твой отец махнул рукой и сказал: «Оставьте его». В один из следующих дней отец твой, спускаясь по лестнице, оступился и зашиб ногу. Повреждение было пустяшное, но постоянное сидение в затхлом сыром склепе и неправильное питание заставили уложить его в постель на несколько дней. В тот же день после обеда, когда я читал ему газеты, прибежал посыльный мальчик и просил меня спуститься вниз. Сдав больного на руки Пеппе, я спустился в сад. Там был полный переполох. Подняли без памяти молодого садовника Павла. Он тихо и жалобно стонал, и, казалось, вот-вот замолкнет навеки. Я приказал перенести его в мою аптеку. Все слуги, кроме моего помощника, были удалены. Смотрю, роковые ранки еще сочатся свежей кровью. Тут для оживления умирающего хотя бы на час я решил употребить такие средства, какие обыкновенно не дозволены ни наукой, ни законом. Я хотел во что бы то ни стало приподнять завесу тайны. Влив в рот больного сильное возбуждающее средство, я посадил его, прислонив к подушкам. Наконец он открыл глаза. При первых же проблесках сознания я начал его расспрашивать. Вначале невнятно, а потом все яснее и последовательней, он сообщил мне следующее. По раз заведенному обычаю, после обеда все рабочие имеют час отдыха. Он лег под акацию, спать ему не хотелось, и он стал смотреть на облака, вспоминая свою деревню. Ему показалось, что одно облако, легкое и белое, закрыло ему солнце. Повеяло приятным холодком. Смотрит, а это не облако уже, а женщина в белом платье, точь-в-точь умершая графиня, и волосы распущены, и цветы на голове. Парень хотел вскочить, но она сделала знак рукою не шевелиться, и сама к нему наклонилась, да так близко-близко, стала на колени возле. Одну руку положила на голову, а другую на шею. И так-то мне стало чудно, хорошо улыбнулся больной. Руки-то маленькие да холодненькие, а сама так и смотрит прямо в глаза, глазище-то, что твое озеро пучина без дна. Потом стало тяжело, шея заболела, а глаз открыть не могу, рассказывал больной. Потом все завертелось и куда-то поплыло. Только слышу голос старшего. «Павел, Павел, хочу проснуться и не могу», — продолжал Павел. На груди что доска гробовая, давит не вздохнуть. И опять слышу: «Рассчитаю, лентяй». И тут я уже открыл глаза. А графиня-то тут надо мной, только не такая добрая и ласковая, как бывала, а злая. Глаза что уголья, губы красные, смотрит, глаз не спускает, а сама все пятится, пятится и исчезла. Голос его все слабел, выражения путались, и тут он снова упал в обморок. Употребить второй раз наркотик я не решился. Да и зачем? Я узнал достаточно. Сдав больного помощнику, я поспешил в сад к обрыву. Мне нужен был воздух и простор. Немного погодя, туда же пришел Петра. Помолчали.
«Это не иначе, как опять его дело», — сказал Петро как бы в пространство. «Кого его, о ком ты говоришь?» — обрадовался я, чувствуя в Петро себе помощника. «Известно. Об этом дьяволе, об американце. Слушай, Петро, дело не шуточное. Расскажи, что думаешь». «Ага, небось, сами тоже думаете. А ранки-то у Павла на шее есть?» — спросил он меня. «Есть. Ладно, расскажу, слушайте. Как приехал американец в первый-то раз, до Нетти, бедняга на него бросилась», — начал Петро. «Так и у меня сердце ёкнуло. Не быть добру. Что это, с покойником приехал, а лба, прости господи, не перекрестит? Глаза все бегают, да и красные такие. И стал я за ним следить. И все что-то неладно. Ни он в церковь, ни он в капеллу, не заглянет, значит. Живет в сторожке один, ни с кем не знается, а свету никогда там не бывает. Да и дым оттуда не идет, не топит, значит. Как будто и не ест ничего, а сам полнеет да краснеет. Что за оказия? А тут все смерти, доктора. Вот и вы тоже, мол, крови в покойниках мало. Тут мне и пришло на ум. Оборотень он. По-нашему, вурдалак. Это значит, который мертвец из могилы выходит, да кровь у живых людей сосет. Принялся я следить пуще прежнего. Петро замолчал. «Ну и что же ты нашел?» «Да тут-то и беда, батюшка доктор. Ничего больше-то не нашел. На месте с поличным ни разу не поймал. Хитер был. А так всяких мелочей много. Да что толку? Сунься, расскажи, не поверили бы», — горестно говорил Петро. «Одна графинюшка-покойница смекала кое-что. Недаром же она просила и потребовала, чтобы увезли Карла да подальше. Какое такое учение в 7-то годков?» — закончил он. Снова молчание. Вернулся я, а графини уже и в живых нет. Может, и тут без него не обошлось. Вы, доктор, не уезжали, так как думаете?» Я предпочел промолчать. «Знаю я от старух», — продолжил Петро, «что он не любит осиного кола и чесночного запаха. Колом можно его к земле прибить, не будет вставать и ходить, а чесночный запах, что ладан, гонит нечистую силу назад в свое место. Говорят еще старухи, что каждый вурдалак имеет свое укромное место и должен каждый день полежать мертвецом. Это ему так от Бога положено, вроде как запрет. А остальное время он может прикинуться чем хочет, животным ли, птицей ли. На то он и оборотень», — ораторствовал Петро. «Сторожку я уничтожил, свез на дрова в церковь. Кол забил, чеснок скоро зацветет, а он все озорничает», — печально окончил старик. «Что делать? Привез дьявол из Америки старого графа, да проклятое ожерелье, с которого и болезнь к нашей графинюшке перекинулась. Нет ли тут закорюки? Как по-вашему, доктор?» Петро пытливо посмотрел на меня. «Не знаю», — пожал я плечами. «Вот что я надумал», — продолжал Петро. «На каменный гроб старого графа положу крест из омелы. Говорят, это хорошо, да кругом навешу чесноку. А вот вы от имени графа скажите всем слугам, что склеп будет убирать один Петро, и ходить туда запрещено, де, а то озорники все поснимут, да и разговоров наделаешь. А надо все в тайне, чтобы он не догадался, да не улизнул». Я обещал. Петро усиленно принялся за изготовление креста. За те дни, пока он возился, на деревне умерло 2 детей, и у нас на горе мужик-паденщик. Наконец все готово. На закате солнца, когда все слуги замка сильнее заняты уборкою на ночь, мы с Петро спустились в склеп, и он все сделал, как говорил. Положил крест, навесил чеснок. Сверху же гроб мы закрыли черным сукном, чтобы не обратить на него внимания графа. «А слышите, как воет и стонет?» — обратился ко мне Петро. Я прислушался. Правда, что-то выло, но трудно было определить, что и где. Скорее всего, это был ветер в трубе или в одной из отдушин склепа. Петро был весел, он верил в успех. А у меня были причины очень и очень бояться за будущее. И что же, в эту же ночь погиб лично лакей графа. Его нашли умирающим в постели, и он мог только прошептать: «Графиня! Гра!» Пока слуги судили и рядили, подошел Петро, поднял голову покойника и со стоном опустился на пол. Он был белый, как мел. Испуг и обморок Петра были последней каплей в неспокойном настроении наших слуг. Большинство, вместо того, чтобы помочь старику, бросились вон из комнаты, и через час же несколько человек попросили расчета. К вечеру ушли подъемщики. Смех и песни замолкли, слуги шептались и сговаривались о чем-то. Ясно чувствовалось, еще один смертельный случай, и мы останемся одни. К вечеру... «Господа», — прервал доктор, — «как неинтересны все эти чудеса в решете, а все же спать надо. Скоро 2 часа ночи. Я полагаю, что все наши вампиры и оборотни уже нагулялись и завалились спать. Итак, я ухожу». И доктор решительно встал с места. «Делать нечего, подождем до завтра», — сказал один из гостей. «Не бойтесь, ни Карл Иванович, ни его сказки не сбегут.
«А разве вы думаете, что все это сказки?» — спросил удивленно Жорж. «Какое вы еще дитя, Жорж, если могли в этом сомневаться», — заметил один старик. День прошел очень оживленно. Катались верхом, много гуляли по лесу, молодежь занималась гимнастикой и борьбой. Никто ни разу и не вспомнил о вчерашнем чтении. Вечером усталые, голодные, но в хорошем расположении духа все были в сборе. Сытно поужинав, приступили к Карлу Ивановичу с просьбой дочитать сказки. Тот против обыкновения очень неохотно взял свой портфель и долго в нем разбирался. «Ну-с, какой ерундой вы нас сегодня угостите?» — спросил доктор. «Быть может, можно сегодня и не читать?» — точно обрадовался Карл Иванович, закрывая портфель. «О нет, нет, мы хотим знать конец!» — запротестовала молодежь. «Вы кончили на том, Карл Иванович, что все слуги из замка убежали от страха», — напомнил Жоржка. Карл Иванович вздохнул и начал. Продолжение письма к Альфу. К вечеру Петро объявил, что не отойдет от двери склепа, пока не выследит проклятого дьявола. Ночь прошла тихо. Даже утром и днем Петро отказался сойти со своего поста. Он взял у меня только кусочек хлеба, и день прошел хорошо. Минули еще сутки. Что делать с добровольным сторожем? Он ест один хлеб и совсем не спит. Долго ли он выдержит? Еще сутки. Никакие уговоры, никакие доводы не помогают. Я решился оставить упрямца еще на ночь, а утром подсыпать сонного порошка в вино и заставить его выпить. Приготовив покрепче снотворное, я сидел у себя в комнате. Пробило 2 часа. Вдруг в комнату, пошатываясь, входит Петро. Он из сине бледен, точно мертвец, волосы всклокочены, сам весь дрожит. Беспомощно опустившись на стул, он залился слезами. Первых его слов разобрать было невозможно, до того стучали его зубы. Наконец я уловил. «Графинюшка, ужас, наша графинюшка ходит. Мертвец». «Успокойся, Петро, расскажи все по порядку. Я и сам думаю, что виноват не американец, а графиня», — сказал я, стараясь казаться спокойным. «Наша графинюшка — это ангел-то во плоти, и вурдалак, вампир», и он снова зарыдал. Когда припадок прошел, Петро сообщил мне следующее. И в эту ночь, как и ранее, он сидел на скамейке против входа в склеп и не спускал глаз с двери. Ключ от нее лежал у него в кармане. Ночь лунная, и все видно отчетливо. «Смотрю», — говорил он, — «перед дверью стоит графиня. Белое нарядное платье, локоны по плечам и на голове цветы и бриллианты. Ну, точь-в-точь, как она наряжалась, когда ехала на бал. На минуту я забыл, что она умерла, и бросился к ней. «Графинюшка, милая!» Она ласково посмотрела, да и говорит: «Петро, за что ты меня преследуешь?» Тут я вспомнил, что она мертвая, отскочил, а она за мной. «Оставь меня в покое, и я тебя не трону». И голосок у ней такой нежный. «Бог с вами, — говорю, графиня, — ведь вы же умерли и похоронены». «Умерла и все-таки живу. Не мешай же мне», и сама отстраняет это меня с дороги рукой. Я хотел перекрестить ее, а она как бросится, да схватит меня за плечи. Сильная такая, глаза злые и лицо совсем как чужое. Хочу вырваться и не могу, вот-вот повалит. Так мы все пятились и дошли до грядки с чесноком. Я запнулся и упал к подножью креста. Она тоже повалилась. Ну, думаю, загрызет. Да Бог помиловал. Почуяв чеснок, соскочила, застонала тяжко-тяжко и исчезла. Долго я лежал, боялся пошевелиться, ну а потом и к вам, доктор. «Что нам делать? Ведь графинюшку-то я не могу колом, рука не выдержит», — прошептал верный слуга и опять заплакал. До утра мы сидели с Петро, обдумывая, как поступить. Надо обезопасить замок и деревню от вампира, а в то же время ради Карла и старого графа пощадить имя графини в народе. Мы еще ничего не решили, как пришли мне сказать, что умер сынишка кучера, мальчик лет 10. А затем потянулись один за другим слуги, прося расчета. Причина была одна. У нас в замке нечисто. Пришлось всех отпустить. Осталось 2-3 человека, которым абсолютно некуда и не к кому было идти. Надо было волей-неволей посвятить в дело и твоего отца. С большими предосторожностями и понемногу я сообщил ему все. К моему удивлению, и на этот раз он остался почти спокоен. И только спросил, кто, кроме меня и Петра, знает про то. И когда узнал, что никто, остался очень доволен. Видимо, он уже знал страшную тайну покойницы. Не от того ли он и сидел целые дни в склепе? Немедленно граф распорядился продать лошадей, коров и
и прочую живность, одним словом, все, что требовало ухода, заперев почти все комнаты замка, и отпустил слуг с наградою. Затем, по его приказу, подъемщики из города живо приготовили новый склеп в скале на 2 гроба. Не решаясь пригласить священника, на восходе солнца, когда по чистому воздуху так хорошо доносится колокольный звон из деревни, перенесли мы сами гроб с графиней из старого склепа в новое помещение и с разными предосторожностями заделали его в стену. После того отец твой взял с меня и Петра страшную клятву молчать обо всем случившемся. Он щедро обеспечил нас. Петра, как милости, выпросил позволения остаться с ним в замке, где и прожил 15 лет. Как твой отец намерен был поступить с тобой и замком, он нас не посвятил. Смерть унесла его, неожиданно для него самого. Мы похоронили его в новом склепе, в том месте, которое он себе приготовил. Петра по обещанию пошел пешком в Рим, а я вернулся домой. Теперь, Карло, уходи. Я нарушил ради тебя клятву, оставь меня, дай отдохнуть. И старик скорбно тяжело поник головою. Я вышел. Где и как я провел эту ночь, не могу вспомнить. Ходил, и вот на заре пишу тебе, Альф. Это последнее средство хоть немного разобраться в своих ощущениях и попробовать успокоиться и обсудить, что это. Не сошел ли я с ума? А все слышанное, да и сам старик-доктор в придачу, не что иное, как один бред больного мозга. Или доктор существует, и он сошел с ума, быть может, от старости? Или это все страшная правда? Какая правда? Правда. Я сын вампира. Нет, я сумасшедший. Впрочем, что лучше? Реши сам. Ах, почему ты не здесь? Ты бы со стороны вернее это определил. Альф, спаси меня. Сознаю все безумие верить рассказам старика и верю. Почему? Как опровергнуть его слова? Где кончается действительность и начинается вымысел? Все так логично и так неправдоподобно. Господи! А Рита? Я забыл о ней. Что же с ней будет? Могу ли я жениться теперь? Имею ли я право вовлечь ее в свое несчастье? Нет, надо отослать ее на родину. Но как? Что ей скажу? Что объясню? Это убьет, обесславит ее. Нет, это невозможно. Но что же делать? Где выход? Альф, помоги, приезжай. Д. Письмо 18. Уже 3 дня, как я отослал тебе роковое письмо, Альф. А я все еще в городе. Нет сил вернуться и взглянуть на Риту. Если б ты был возле, мне было бы легче. Знаешь ли, у меня есть лесной дом. Он далеко от деревни и хоть лежит у подножия замка, но попасть в него можно только сделав порядочный крюк. Не кажется ли тебе, что это хорошее место для такого ученого, как ты? Никто мешать не будет. Я строго запрещу слугам ходить в лесном доме, а для тебя там будет смирная, хорошая верховая лошадь. Что ты на это скажешь? Ты можешь целыми днями рыться в своих книгах. Я даже сам не буду к тебе ходить, а только писать. Но сознание, что ты близко, для меня уже утешение и большая поддержка. Альф, сжалься надо мной. Кроме тебя у меня нет никого. Приезжай. Д. Письмо 19. Весть, сообщенная мне доктором, так страшна и так меня выбила из колеи, что я даже забыл, зачем сюда приехал. Сейчас я опять был у него. И вот теперь-то я знаю, что значит ужас. Невыносимый ужас. Все прежнее пустяки в сравнении с этим. Но слушай. Сегодня, придя к старику, я сказал ему первоначальную причину моего приезда сюда. Что невеста моя Рита не то что хворает, а бледнеет и скучает. Он вскочил, как ужаленный. Твоя невеста хворает? Она слабеет, бледнеет. Есть у нее рана на шее, воскричал он. Ноги у меня подкосились, я не мог выговорить ни слова. Отвечай, есть рана? Как же ты мне сказал, что не нашел гробов отца и матери? Ты солгал мне. Ты выпустил его, кричал старик, бешено тряся меня за плечи. Откуда у него сила взялась? Тут я очнулся. Доктор, погодите, с моего приезда никто не только не умер в замке, но и не хворал, наконец я мог выговорить. А в деревне и там не было покойников. Повторяю, клянусь, я не видел нового склепа, сказал я серьезно и веско. Доктор несколько успокоился и пробормотал: слава богу, я ошибся. Быть может, правда, что здешний горный воздух не годится для здоровья такой южанки, как твоя Рита. Поезжай, через день я приеду в замок как друг твоего отца. И ты только устрой, чтобы я мог видеть шею твоей невесты. Это нетрудно, доктор.
Рита любит и всегда носит открытые платья. Она знает отлично, что шея ее прелестна. И вот, только придя домой, я вспомнил эпизод с розовой сердоликовой булавкой. А что если... Господи, спаси и помилуй. Альф, а если... Боюсь выговорить. Если все это правда, если Рита... Альф, ради всего святого, приезжай. Спешу домой. Что-то там. Ах, я дурень, сидел здесь. А что там? Что? Жду тебя. Д. Письмо 20. Не нахожу слов. Благодарю тебя. Ты приедешь, да. Теперь мне не страшно. Ты будешь со мной. Спешу тебя порадовать. У нас все спокойно. Правда, Рита слаба и бледна, но она ни на что не жалуется. Доктор сдержал слово и приехал. Рита приняла его ласково и дружественно. Он ловко выспрашивает Риту, как она проводит ночи, не чувствует ли тяжести, удушья и так далее, какие видит сны. На все получаются самые спокойные ответы. Единственное, что до сих пор мне не удалось показать доктору, шею Риты. Она выдумала носить кружевные косынки. На шею навязываются какие-то фантастические банты и ленты. А когда я стал просить снять это и позволить любоваться ее шеей, она грустно проговорила: «У меня до сих пор не было кружев и лент. Позвольте мне их поносить». Ну как тут не отступиться? А когда я спросил, зажил ли укол булавкой, она нервно передернула плечами и нехотя ответила: «Ну, конечно, что об этом говорить?» Свадьбу Рита отложила. Лесной дом был готов для приема дорогого гостя. До свидания и до скорого. Твой Д. Чтение кончено. Все молчат, всем не по себе, у многих залегла тяжелая дума. Что это? «И больше ничего нет, Карл Иванович?» — спрашивает хозяин. «Никаких объяснений?» «В связке нет больше писем», — отвечает сразу Карл Иванович. «Господа, что же это, по-вашему, сказка, бред сумасшедшего или, наконец, истинное происшествие?» — спрашивает один из гостей. «По некоторым мелочам можно предположить, что место действия — твой замок, Гарри. Неужели у тебя водились вампиры?» — продолжает он. Гарри молчит. «А почему бы им и не водиться здесь даже и теперь, раз вы признаете возможности и верите в их существование?» Насмешливо вместо Гарри отвечает другой гость. «Хватили! Даже и теперь! За кого вы меня считаете, сударь?» И ссора готова вспыхнуть. Зная вспыльчивый характер заспоривших, капитан Райт быстро вмешивается и говорит: «Постойте. Сам я не был в склепе, но ты, Джемс, спускался. И ты, Гарри, тоже. Есть там большой каменный гроб графа, привезенного из Америки?» «Нет, нету», — отвечает Гарри. «У нас есть только церковная запись, что старый граф привезен из Америки и похоронен в фамильном склепе». «Мало ли графов привезено и похоронено в фамильных склепах? Нынче это не редкость», — вмешивается доктор. «И что за идея предполагать, что все эти росказни приурочены к здешнему замку? Во всех письмах ни разу не говорится, что дело идет именно о замке Дракулы. Подпись «Д» может означать и «друг», и первую букву от имени Джеронима, а это имя часто уменьшается в Карло. Да, наконец, отсутствие в склепе знаменитого гроба не лучшее ли доказательство вашей ошибки?» — продолжал доктор. «Жаль, нет больше писем, а то, быть может, мы бы и нашли ключ ко всей этой загадке», — промолвил Гарри. «Все пустяки, какая там загадка? Я скорее склонен думать, что все эти письма — просто ловкая шутка заманить друга к себе на свадьбу», — не унимался доктор. «Что-то не похоже на шутку», — заметил Джемс. «А по-твоему, надо верить, хотя бы и в давно прошедшее время, в существование вампиров? Нет, слуга покорный», — раскланялся доктор перед Джемсом. «А теперь прощайте. Желаю каждому из вас видеть графиню-вампира. Я иду спать». И доктор, забрав сегодня привезенные газеты, ушел в свою комнату.